Вебинар. Наш вебинар о колористике начинается. Ура! Поехали! Говорить мы будем сегодня в основном о бровях, о колористике на бровях. Начну сразу я из прекрасного далека о свете вообще, в принципе. Что такое свет? Наверняка вы не парились и даже не пытались соединить со светом наши там простые брови на процедуре где-то в кабинете с искусственным светом. Что такое свет вообще? Это фотоны, это источники энергии, которые излучают их, и в виде там волн каких-то они доходят до нас. Но на самом деле мы видим цвет, а не свет. Цвет — это отраженный свет, то есть мы воспринимаем его как в виде уже отраженного. У света вообще есть там несколько характеристик, он там поглощается, отражается, что-то вам еще. У меня, как и у вас, с физикой не очень хорошо. Для всяких вот таких тонкостей, кстати, я пригласила сегодня отвечать Виталия Мигрякова, как вы знаете. Итак, цвет — это то, что мы видим в виде его отражения от... Что там у нас со следующим слайдом? От предметов. Всех абсолютно предметов, которые нас окружают. Дерево, трава, куст, брови, человек с разными видами кож. Как вы знаете, в принципе, наверное, все из физики помните, что белый обычный луч, проходя сквозь призму, становится радугой. Просто вот это 7 цветов, которые мы видим, которые для нас очевидны. И между ними все вот эти оттенки полутона. И сейчас покажу слайд. Предметы вокруг нас поглощают все цвета, кроме того, который мы видим. То есть вот помидор. Он поглотил все вообще оттенки, отфутболил в нашу сторону красный, мы его видим. Огурец — то же самое, зеленый. И количество там каких-то, не знаю, внутренних пигментов, которые именно отражают, это полутона и оттенки, потому что мы, конечно, видим не абсолютно чистый цвет. Огурец и тот имеет миллион оттенков, если там среди нас есть художники, в чем я сильно сомневаюсь, потому что художники, в принципе, в колористике не плавают, у них все нормально. То мы видим кучу оттенков также. Почему мы их видим так или иначе? Я вот сейчас прям быстро по этому блоку пробегусь, просто я считаю это очень важным. Наш глаз — сложное устройство. Вообще, в принципе, как мы, организм, очень сложные такие биороботы. И свет, проходя сквозь зрачок, попадает на глазное дно, которое выслано, вот, видите, смотрите, на схеме перед вами, светочувствительными, такими как пупырышки на языке, то же самое в глазу, это колбочки и палочки. Вот палочки, их делят условно, палочки, это они воспринимают монохромный, то есть мы им видим благодаря ним в темноте, то есть так различаем оттенки, все виды черного. Колбочки видят 3 цвета, это синий, зеленый и красный. Расположены они в глазу в разных местах, более того, в разных количествах. Более того, у кого-то какая-то часть может не работать. Наверняка вы все краем уха слышали дальтоники и прочие отклонения цветовосприятия, связанные с глазами. Существуют, вы об этом знаете, но, скорее всего, не примеряли это к себе. Я примеряла и не раз, и, может быть, кто-то из вас, конечно, и ходил к врачу, но в связи с тем, что мы все немножко такие, скажем так, мутанты, и где-то кто-то видит, не знаю, миллион оттенков, а кто-то 100 тысяч, потому что, допустим, мы с моим мужем сравнивали и не раз. Я вижу цвета, я говорю, смотри, вот здесь там он такой, а он не видит просто, зато у него офигенно работает нос. Я не чувствую запахов тех, которые чувствует он. Вот мы все такие разные, и никого не должно удивлять, что цвет — это только то, что происходит в нашем мозгу. Вот конкретно в моем происходит одно, а у моего сисадмина в данный момент происходит совершенно другое. Он смотрит на ту же самую картинку. У вас там 100 миллионов тысяч вариантов, у всех свое. И в итоге, я взяла 3 картинки, но их много. То есть, если вам интересно, вы можете качнуть в интернете. Это называется тест Рапкина. И куча вот этих картинок, по ним себя проверить. Они все разные, направлены на разное. Но это очень интересно. И напишите мне, пожалуйста, в чат, что вы видите. Проверим, насколько вы видите хорошо, потому что я
Мне это очень интересно. Вот на первой картинке что изображено, на второй картинке что изображено, и на третьей картинке что изображено. Прям пишите, мне это очень интересно. Буферизация, там какой-то глюк небольшой был. Ой, очень интересно мне, где все мои остальные люди, которые должны были прийти. Почему-то всего 340 человек. Мы разослали всем оповещение. Я думаю, часть спит. Часть придет попозже, я надеюсь. Итак, идем дальше. Смотрите, вы спросите, что это за стакан? Я вам скажу, это стакан, опыты проводят, я взяла его, конечно, из интернета, это стакан, в котором размешана мука, но смысл в том, что взвешенные частицы в воздухе, они улавливают свет, не улавливают, отражают свет с разной интенсивностью, разную длину волн. Конкретно вот это эффект Тиндаля, но сейчас нам о нем очень клево, емко расскажет Виталий Микрюков. Связь прямая, потому что все, что мы видим через нашу кожу, оно немножко искажается. Почти всегда немножко холоднее выглядит то, что под кожей, какого бы типа толщины кожа ни была. Единственное, что это настолько тонкие нюансы переходов цветовых, что не все даже это видят. Но вот сейчас мы включим Виталика и послушаем его. Здравствуйте, Лена, привет. Спасибо большое за твои вопросы. И давайте начнем с первого. Это эффект Тиндаля. Как искажается цвет после того, как свет отражается, пройдя сквозь неоднородную среду нашей кожи? Отсекаются зеленые и красные цвета, и все смотрится синее. Почему? Чем глубже лежит пигмент, тем синее смотрится. Я нарисовал небольшую иллюстрацию на этот счет, чтобы было понятнее. Ну, давайте так. Тогда. Когда мы вносим пигмент в кожу, он попадает в глубокие слои кожи, в дерму. При этом часть, которая попадает в эпидермис, постепенно вымывается, то есть отшелушивается с чешуйками кожи. И остается только часть в дерме. Что происходит дальше? Дальше нужно вспомнить, что мы видим предметы окружающего мира только с помощью отраженных лучей. То есть, грубо говоря, свет попадает на какой-то предмет, отражается от него, попадает к нам в глаз, и только таким образом мы его можем видеть. Так вот, когда свет отражается от определенного предмета, он изменяется. Например, если мы видим предмет красным, то мы видим отраженные красные лучи. Все остальные длины волн видимого спектра излучения поглощаются этим предметом, а отражается только красный. То же самое происходит, если мы видим только зеленый. Все лучи спектра, радуги нашей, поглощаются предметом, отразился зеленый. А теперь смотрите, что происходит, когда мы смотрим на пигмент, который находится глубже в ткани и имеет прослойку сверху прозрачной, казалось бы, прозрачной ткани, это эпидермис и дерма. По факту они непрозрачные, они неоднородные. И проходя сквозь них, свет преломляется, отражается, подвергается оптической модификации. И что происходит? Мы, получается, видим отраженный свет и те длины волн, которые успели отразиться от полупрозрачной среды нашей кожи. То есть наш эпидермис и дерма являются неоднородной средой. И здесь наблюдается эффект Тиндаля. То есть, проходя сквозь такую неоднородную среду, холодная часть спектра, фиолетово-синий спектр, это самые короткие длины волн, отражаются от него, не доходя до предмета, и таким образом попадают к нам в глаз еще до того, как, условно говоря, они достигли нашего предмета, то есть пигмента. То есть пигмент как был, например, черным, так и остался, но когда мы на него смотрим условно говоря, с поверхности кожи, мы ловим не только лучи, которые, условно говоря, отразились от него, но и лучи, которые отразились по дороге к нему, находясь в прозрачных средах. То есть, грубо говоря, за счет эффекта Тиндаля мы видим подкрашенное изображение. То есть оно подкрашивается путем отражения коротких длин волн от прозрачных слоев. И нам кажется, что татуировка или татуаж синит. И чем больше вот этот прозрачный слой над пигментом, то есть чем глубже попал пигмент, тем синее он нам кажется. Есть такое понятие, как голубой невус, например, то есть это, условно говоря, родинка, но она с поверхности выглядит как голубоватая.
По факту это просто глубоко расположенное скопление меланоцитов в дерме. И, например, татуировки, которые с возрастом, такие армейские, там, тюремные и так далее, выглядят реально синими. Но их делали точно черным цветом, и по факту они остались черными. Всего лишь погружаясь со временем с годами глубже, они увеличивают толщину прозрачного слоя, и таким образом мы получаем некоторую синеву и подкрашивание голубоватым оттенком любого практически пигмента. Ну, надеюсь, ответил. Здорово. Здорово ответил. Мне кажется, прям максимально ответил. Ну, так вот, кроме того, что цвета искажаются вот таким образом, почему я так много говорю об этом? Это реально важно. Это вы должны прям понимать, что влияет на наше восприятие цвета. Иногда наш глаз путается и не может понять оттенки, если они находятся рядом с другими какими-то контрастными, либо вообще какие-то противоположные цвета, и глаз воспринимает их как светлые, хотя они темные. Вот как посмотрите на этот кубик, посмотрите на его освещенную поверхность и на теневую. В самом центре коричневый цвет. Вы видите, что он разный? Вот дайте мне ответ. Вы видите, они реально разного цвета. Один темнее, один светлее. Напишите мне, пожалуйста. Ну, я так переживаю, где же мои все люди? Ладно. Кстати, в конце этого блока я поотвечаю на вопросы, может быть, какие-то, если они у вас возникнут, и задавайте мне, пожалуйста, их вот именно по этой теме, о которой я сейчас говорила, если они есть. Мне кажется, я прям хорошо ответила. Итак, что там вы у нас видите? Да, они разные, все видят разные, но смотрите, прикол в том, что они одинаковые. Они абсолютно одинаковые, просто наш глаз немножко сошел с ума вот в данный момент, потому что рядом находятся контрастные, яркие, насыщенные цвета на темной стороне, в тени, и освещенные на фоне более светлых цветов коричневый выглядит более темным. Ну, это я к чему? К тому, что я, допустим, делала брови своему косметологу, на чистую кожу, и у нее они легли идеально, зажили идеально, все, я ее встречаю периодически и постоянно. И в какой-то момент она надо мной нависла, я на нее смотрю, спустя, наверное, вот 2 месяца я ее не видела, и думаю, боже, они что у нее какие-то серые или что? Она, во-первых, ко мне вот так в тени, во-вторых, свет там какой-то холодный, непонятный. И я ее сразу сажаю, ну, смотрю, не, нормально, все, выдохнули, все хорошо. Поэтому я плавно подхожу к тому, в каком свете вы должны работать. Это очень важно тоже, потому что мастера работают чуть ли не со свечой некоторые. Я была у нескольких своих студентов, я была в других странах, я была в других городах, я вижу, что не очень заморачиваются по поводу освещения. Оно должно быть либо холодным, либо нейтральным и очень ярким, конечно, как в операционной в идеале. Никакого желтого цвета, никакого теплого цвета в вашей студии быть не должно. Вы не должны делать фотографии при таком цвете. Вы не должны оценивать клиента и подбирать ему пигмент при таком цвете. Потому что, знаете как, самая яркая галогеновая какая-нибудь лампа или светодиодная, вот самая максимально яркая, холодная, она приближена по свечению максимально к дневному свету, вот этому агрессивному, самому такому, в котором видны все недостатки. Поэтому, выбирая с чем работать, выбирайте нейтральное либо холодное освещение. Это вам облегчит выбор пигмента. Во-первых, вы будете видеть форму классно, потому что все освещено, все ярко. Во-вторых, вы будете четко понимать, какой нужен цвет. Какой цвет у лица, какой цвет у бровей, какой цвет у волос, какой пигмент подобрать к этому клиенту. Почему заостряю на этом? Мне очень много присылают в директ работ своих и говорят, я не поняла, помоги, вот там объясни, вот я подобирала, но... А присылают фотографии красные, вот все лицо красное, понимаешь, таких людей не существует, там, или желтые, то есть освещение, цветопередача телефона. Люди не парятся и задают вопрос. Это из той же оперы, как когда мне присылают работы студенты и говорят, помоги по симметрии, не пойму, что не так. И вот такая работа. Клиент лежит или сидит, и видно его одну бровь, там вторую не видно. То есть у меня вопросы сразу, я говорю, зачем вы присылаете такие работы, это не работает. Поэтому, если вдруг у вас, не дай бог, свет в вашем помещении либо не яркий, либо какой-то желтый или очень теплый, меняйте его, потому что вы не сможете работать, либо будете продолжать работать неправильно. Так, этот блок заканчиваем, и я готова поотвечать на вопросы, если они есть.
Про рефлексы совершенно верно, Марианна, вы говорите. Мы делали такую ошибку, у нас было очень красиво все зелененькое в помещении, и как лягушки получались фотографии, клиенты, и было сложно реально работать мастерам. Сейчас мы ушли в белый нейтральный цвет, он ничего не меняет, ничего не искажает, и все. Поэтому да, огромные плакаты или рядом, там, допустим, с каким-то цветовым пятном, не надо сажать клиента, не надо его фотографировать, потому что свет отражается, и художники знают, о чем я говорю, всегда есть рефлексы, он бывает обширный и очень сильно искажает, меняет цвет. Правильно заметили. Так. Я не буду, извините, комментировать по техническим каким-то вопросам. Раз у 400 человек получилось пройти на вебинар, я уверена, что дело не в нас. Так, ладно, идем на следующий блок. Ну, кстати, вот у нас... А я вот так на весь экран или нет? Покажи, пожалуйста, слайд. Я не должна быть на весь экран, я наполовину всегда. Ладно? Я подготовила слайд, он, конечно, сделан мной просто, это не разное освещение, но вы понимаете, да, что в холодном очень освещении все будет немножко холоднее выглядит. В нейтральном оно не искажается практически, мы воспринимаем все идеально, а в теплом все будет слишком теплым, желтым, красным. Вы подберете цвет красивый, подходящий, а на деле на выходе он окажется слишком холодным, скорее всего. А так как основное количество мастеров борется именно с холодностью оттенков, я говорю вам, работайте в нейтральном свете и в хорошем освещении. Идем дальше. Тут у нас вообще мы просто резюмируем, из-за чего и как мы видим цвета. Вы, надеюсь, поняли, да, что, во-первых, мы все видим их немножко разными. Всем надо пройти этот тест, чтобы понять, вы видите или нет оттенки. Я сейчас про тест Рабкина. После этого, кстати, вебинара будет тест, который я подготовлю. Я сегодня не успела его подготовить. Я его подготовлю, и там будут как раз и такие, определите оттенок и все такое. Вы должны понимать, насколько вы четко видите цвета, и понимаете их, и видите разницу между ними. И, в принципе, этот блок мы заканчиваем, идем дальше. Мы с Виталиком очень классно все объяснили, я подозреваю. Так, гламкор. Про гламкор, гламкор это свет, который над кушеткой у вас, поэтому я не о нем говорю. Конечно, на гламкоре тоже должно быть освещение, и те гламкоры, которые я видела, они с хорошим нейтральным таким свечением, а я говорю о большом свете, который вокруг вас, то есть ваша студия, вот об этом освещении. Так, подходим к характеристикам цвета. О боже, Дима, ты меня смотришь, пожалуйста, принеси цветовой круг, он лежит у меня на компьютерном столе. Простите. Цвета первичные, вторичные, третичные. Давайте опять тоже это немножко издалека зайдем, потому что это все очень важно. Первичные цвета — это те самые цвета, которые воспринимаются нами вот нашими этими колбочками. Это красный, желтый и синий. Из них состоят все. По сути, у нас там колбочки, которые воспринимают зеленый, но зеленый — это, как вы знаете, смесь желтого и красного. Из этих цветов состоят все вокруг, из их контрастов, из их смешений. Вторичные цвета — это те, которые получились путем смешивания первичных. Я не буду это рисовать, потому что я в двух предыдущих видео рисовала много очень. И я думаю, это просто. Вы можете сейчас, в принципе, параллельно со мной порисовать. Спасибо. Красками. Это совсем простой вариант. И третичные цвета — это те, которые, это если взять, допустим, один первичный и смешать с ним два, и вторичный какой-то, то есть 3 цвета и так далее. Вообще, вот я как художник вам говорю, нас всегда учили, и на практике тоже я это поняла, нельзя смешивать больше 3 цветов. Ты никогда не повторишь пропорцию, если, конечно, ты не с каплей, не с пипеткой это делаешь, в этом случае можно. Но больше 3 цветов смешав, чтобы нанести что-то на картину, часто, во-первых, получается каша, потому что какой-то из цветов лишний, ты начинаешь добавлять еще один, и все хуже только делаешь. Поэтому чем чище и предсказуемее цвета, это я вам на будущее, мы подойдем сейчас к этому блоку, где мы говорим о пигментах, о миксах,
миксах, так что запоминайте. Чем проще цвета, которые вы составляете, тем вам будет проще отследить, какой из них повел себя как-то не так в коже. Поэтому не смешивайте больше 3-4 цветов на одном клиенте, на одной зоне. Так, идем дальше. Так, температура цвета. Что такое температура цвета? В принципе, само слово температура говорит само за себя. На слайде перед вами просто взят зеленый и красный. Самые первые два попавшиеся цвета. В середине это нейтральный цвет, то есть это как бы истинный зеленый, истинный красный, прям по центру, нейтральный, скажем так. И уходит в холод и уходит в тепло. Зеленый уходит в синий, соответственно, через бирюзу, а теплая сторона его это в желтый. Красный уходит в оранжевый и в малиновый. А все вот эти переходы цвета между, это температура именно. То есть это тоже очень важно. Почему я заостряю на этом внимание? У меня врезался в голову мне случай лет 5-6 назад, когда я еще учила своих мастеров прям капельно соединять пигменты, миксы во время процедуры. Я им говорила примерные формулы, говорила, что как где изменить. Я застала одного из мастеров за тем, что она мешает два красных цвета, оранжево-красных. Ну, один был чуть интенсивнее, другой чуть бледнее, но они были оба очень теплые. Я говорю, а какой смысл? Что ты делаешь? Мне нужен холодный розовый, она говорит. И в этот момент я поняла, что это утопия. Мастеров у меня много, люди просто могут не видеть оттенки, не понимать принципы смешивания вообще. И я перестала разрешать им работать вот так капельно, создала пигменты, миксы, которыми они начали работать. Я их там меняла все это время. Смысл в том, что теплый оттенок и холодный оттенок пигмента, цвета вы должны уметь различать. Можно тренироваться, можно рисовать, можно брать... Вот, допустим, я сейчас вам покажу в телефоне, в принципе, как это происходит. Как это бывает. Так, я вам открою свою любимую программу. Открылась? Норм? Юр? Сейчас, секунду. У меня, как всегда, немножко заминка. Вы можете играть красками, брать, допустим, красный цвет и по чуть-чуть добавлять в него синий или оранжевый. И вот эти вот полосы, вы создаете кружки, полосы, что-то, и сравниваете их между собой, потому что это тоже в общем и целом немножко можно натренировать. Понятно, что у вас там какое-то свое количество колбочек, но вы должны понимать, что различать оттенки художники в том числе начинают после большого количества практики, когда ты рисуешь без конца и без конца смешиваешь оттенки. А если взять, допустим, коричневый цвет какой-то, вот смотрите, я возьму, да. Я беру коричневый вот в этой части, и я начну вот примерно с середины, вот где он начинает переходить в оранжевый. Вы видите, я двигаю колечко вот здесь сбоку. Это, по сути, вот от желтого к оранжевому, красному и в холод уходящий. Вот я начну с середины. Я вам покажу просто разницу. Это все цвета, они будут примерно такие симпатично-коричневые, не доходя до крайности. Но они все, по сути, созданы из разных совершенно оттенков. То есть один из них уже максимально близок. Видите, появилось немножко как бы синевы. Но такие цвета есть, их много. Я такие цвета вижу постоянно в перманентных пигментах, в татуировочных. То есть в них начинает уже появляться синий цвет. Но он все равно выглядит, будучи темным, коричневым практически. И теперь я возвращаюсь и ухожу в сторону желтого. Смотрите, они почти не отличаются, но тем не менее отличаются. Чем ближе к желтому, тем он становится безопасней. То есть запоминайте, самые безопасные оттенки — это те, в которых прослеживается желтый. Я не говорю, что это желтая, а прям основа, потому что если мы говорим о темных цветах, это всегда яркие цвета.
А на основе желтого это уже русые оттенки, но ими тоже можно работать на темных людях, просто мы об этом поговорим чуть-чуть позже. Смотрите, видите, я ушла куда? Уже в желтый практически ушла. Это все еще симпатичный коричневый цвет, но я остановлюсь. Разница, я думаю, очевидна. Чем ближе туда к зеленому, тем более такой зеленый подтон появляется. Но вот целый ряд, наверное, вот эти все верхние кружочки, вот везде, где я отметила, все они прям офигенного коричневого цвета, но все они созданы на разной основе, получается. И все они разной температуры. То есть тепло-холодность есть в любом абсолютно цвете. Ну, существует мнение, что в оранжевом он как бы максимально теплый, но на деле есть много тоже оранжевых оттенков, таких люминесцентных, они прям холодные. То есть теплый — это желто-оранжево-красный такой цвет. И когда вы используете корректоры, это должны быть именно такие корректоры. Но мы поговорим об этом тоже чуть-чуть позже. Итак, я про температуру сказала, и про важность ее сказала, и про тренировку тоже сказала. Так, идем дальше. Светлота. Что такое светлота в нашей области? Светлота — это количество, скажем так, белого в цвете. Вообще, прям истинный цвет, он максимально насыщенный. А бесцветный как бы цвет — это серый. То есть каждый из цветов, он начинается от серого и постепенно добавляется и становится зеленым, красным, синим. Ну вот как видите, как вот перед вами вот эти полосочки. Не буду тоже их создавать, хотя сделаю это, потому что тоже очень интересно. Смотрите, я беру желтый, я буду просто прям крайности. Смотрите, видите, вот этот самый крайний угол здесь, это прям вот его серая часть. Я рисую его, вот он серый. И я рисую его максимально светлую часть. То есть вот он будет рядом тут желтый. Я не буду все переходные оттенки рисовать, там тоже очень интересно, но вы можете почти все это сделать у себя в телефонах потом на досуге. Смотрите, я беру оранжевый цвет. И ухожу опять в его бесцветное, в его бесцветное, скажем так, состояние. Сейчас вот оранжевый, верну назад. Вот он по максимуму. И рисую. Он тоже серый. Я своим глазом вижу небольшое, вот прям очень небольшое отличие, но я думаю, что большинство могут не увидеть. Вот насыщенный, видите. Беру красный и то же самое делаю. Он серый. Он как бы чуть-чуть глубже становится, но он серый. То есть у серого тоже много оттенков. Серый может быть абсолютно нейтральный, бесцветный. Если к вам придут такие брови, вы можете даже не париться, вы просто их перекрываете сверху цветом, который вам нужен. Это тоже на будущее, мы еще об этом поговорим. А если к вам приходят, вот допустим, я сейчас покажу еще, чтобы было потом с чем сравнить, из чего он создан. А если к вам приходят брови на основе вот фиолетового, вот такого ужасного цвета, то его бесцветное состояние это тоже серый. Просто он еще немножечко ярче. Поэтому вот это характеристика цвета, бесцветность и максимальная насыщенность. В нашем случае мы говорим о светлоте, это добавление белил, либо в татуаже мы работаем кроющими цветами, но полупрозрачно. То есть можно почти, знаете как, пришли к вам идеальные губы или идеальная кожа на бровях пустая, и вы можете почти одного и того же эффекта добиться цветом, в котором много белил, он светлый, и плотно прокрасить. Либо вы можете взять насыщенный оттенок и положить прозрачный. Это когда кожа просвечивается, там, не знаю, процентов 30-40 пигмента, все остальное просвечивается кожа. То есть вы как бы создали форму дымкой. Вот это как раз теневая техника такая, которую все любят, полупрозрачная. Я за то, чтобы в коже все-таки было минимальное количество цвета, потому что когда вы работаете с белилами, вообще для чего белила используют? В любой промышленности пластик, там, покраска машин, все предметы окрашены вокруг вас. Если добавлены белила, усиливаются светоотражающие свойства краски, и она смотрится более кроющей, более яркой, более насыщенной,
как бы проще работать, когда ты знаешь, что в красках белила, ты можешь создать любую форму. Иногда на губах, допустим, прибегают к тому мастера, что сознательно берут пигменты, где очень много диоксида титана, и выходят за контур, пытаются сгладить, увеличить губы. Я абсолютный противник этого. Я за то, чтобы форму меняли косметологи инъекционно. А мы меняем цвет и форму в пределах ограничений в перманентном макияже. Так, я чтобы много не болтать. И диоксид титана сам по себе, он не вреден. Он везде вокруг нас, везде в еде, в большом количестве мы его потребляем в продуктах. И вроде как ничего страшного нету, но существует мнение, что он является канцерогеном. Кстати, когда Виталик к нам присоединится, мы его спросим о диоксиде титана. Не вижу проблем с ним работать в некоторых исключительных случаях. И не вижу надобности работать пигментами очень сильно, ну как сказать, разбавленными диоксидом титана, именно потому, что он в коже почему-то, мы тоже спросим у Виталия об этом, держится дольше всего, и когда цвет уходит полностью, я видела очень много раз это, я видела вот такие губы белые, закрашенные вокруг, и цвет ушел, диоксид титана остался. Я видела брови такие, я видела вот такие огромные тени на веках, там использовали цвет для большей яркости. Одно время было модно ездить на мастер-классы и делать вот эти огромные тени с переходами цвета. И всегда мастера использовали пигменты, даже более того, специально, осознанно, с диоксидом титана, потому что ложится проще, заживает предсказуемее, выглядит ярко. А то, что будет с клиентом через 3-4 года, их уже не волнует. Им надо сейчас показать, сейчас быстро много денег заработать, научить этому других, потому что техника хоть и сложная, но красивая, но, на мой взгляд, не очень экологичная. Поэтому вы должны понимать, что диоксид титана есть практически во всех пигментах, которые светлые. То есть во всех пигментах аквы, которые рассчитаны на русых, пермабленд, нет, вру, я его еще не исследовала, чтобы говорить, Face and Body, Биотек, вот эти все пигменты, в которых светлые цвета, там диоксид титана. Я говорю, что вы можете работать темными пигментами просто прозрачно, и это будет лучше. И это касается вообще всех, в принципе, зон. Но ничего страшного в нем все равно нету. Просто как выглядит через несколько лет, надо думать, это клиент ваш, он с вами должен быть навечно, по идее, и вы должны думать о том, как вы будете с ним работать через 5 лет. Поэтому насыщенность и светлота, вот у нас в нашем случае, они добиваются разными способами. Насыщенность — это максимальная концентрация цвета, вообще без признаков там, разбавителей и диоксида титана. А светлота, в моем случае, для меня это лессировочные техники, то есть полупрозрачные все. Если надо не ярко, то используем яркие пигменты, но полупрозрачно. По минимуму диоксида титана, именно потому что мы думаем о наших клиентах, если мы о них думаем. Так, контрастность, насыщенность, так. Юра, слушай, у меня на компьютерном столе сверху лежит еще папочка цветной бумаги. Они прямо вот так стопочкой. Пожалуйста, извини, прости. Лена не подготовилась. Мне нужна бумага, цветная бумага. Я сейчас вам покажу, как важно понимать, что один и тот же пигмент, яркий, концентрированный, плотно положенный в кожу, и он же, но полупрозрачный, будут выглядеть как два совершенно разных пигмента. Я сейчас скажу, и еще буду много раз во время всего этого вебинара говорить. Если пигмент теплый, если у него основа теплая, оранжево-красная, то вы не можете им работать прозрачно. Скорее всего, этот пигмент заживет на вашем клиенте, любом причем, даже на прохладном, оранжеватым каким-то странным оттенком. Вы можете работать полупрозрачно, лессировочно, как объяснить, дымчато, теневой техникой на любой зоне, либо нейтральным цветом, либо холодным цветом. Да. Спасибо. Я сейчас вам это покажу на примере всего-навсего простого коричневого цвета, который есть в любой палитре, теплого. И мне нужна будет камера, Юр.
я буду подкладывать разные цвета. В этот раз я не стала брать много цветов, потому что, видите, смотрите, они у меня, вот, это просто картон разных оттенков. Я не нашла абсолютно всех, но вот эти очень такие, вот этот на меня похож. Этот очень темный, этот очень желтый, этот очень розовый. Я это делала и на прошлой трансляции, ой, не трансляции, в прошлом своем уроке, но да, сейчас я поправлю, чтобы было лучше видно. В этот раз я не стала готовить искусственную кожу, простите, извините, но в принципе, я думаю, многим понятно. Итак, смотрите, я беру вот вообще обычный цвет и рисую им плотно. Ну как, я просто ставлю. Хорошо видно всем? Смотрите, на каждом плотно, если он лежит, на каждом типе бумаги он выглядит, я одну и ту же краску использую. Вот она, коричневый, обычный. Кстати, достаточно нейтральный цвет. Наверное, надо будет показать еще и теплый все-таки. Смотрите, он везде выглядит одинаково. Это просто коричневый цвет. Он, я имею в виду, он не отличается друг от друга, ну, может быть, только на черном, на темном коричневом. И сейчас я его же мазну прозрачно. Смотрите, на вот этой вот очень теплой коже он выглядит розовым. Видите? На всех остальных с желтым подтоном кожах он почти не изменился. Единственное, его плохо видно на темной, потому что, ну, всем понятно, что недостаточно просто насыщенности. И он выглядит абсолютно одинаково на каждом из цветов, какого бы цвета кожа ни была. Поэтому запомните, вам вообще в принципе не больше 3, 4, 5, может максимум цветов надо для того, чтобы работать на всех вообще клиентах. Ну и пара корректоров, если вы работаете прям с чернокожими людьми. Тут же я беру, давайте я его, наверное, смешаю. Я возьму, видно вот, да, я возьму оранжевый и немножко коричневого. Вот он будет такой прям очень теплый. Тоже смотрите, чтобы я много не месила. Он выглядит практически одинаково, видно, да? Могу больше сделать пятно. Хорошо видно? Интересно, а можно приблизить эту картинку технически? Если вдруг где-то подвиснет интернет, ладно, ничего, пусть нормально, то в любом случае запись сохранится в высоком качестве, она будет вам доступна, если где-то вдруг, не дай бог, что-то мы где-то подвиснем, потому что это уже не от меня зависит, простите. И я теперь его же положу вам прозрачно, потому что мне постоянно пишут студенты, говорят, смотри, я взяла классный цвет, а он зажил оранжевым. Видите, когда он полупрозрачный, он неприемлем совершенно. То есть никто не в своем уме не начнет рисовать на клиенте таким цветом, потому что он смотрится как губной. Вы видите? А когда он в концентрированном виде, он смотрится одинаковым и вполне нормальным для шатенов, допустим, и даже для каких-то там типов красноволосых брюнетов. Я к чему это говорю? Что очень много в колористике, то есть она действительно, колористика, она как бы существует в татуаже, но такая искаженная, она другая. И в колористике, в татуаже зависит от техники очень много, от того, как вы работаете, как плотно вы уложили, какая кожа перед вами. Поэтому я так много, казалось бы, говорю, но это все очень важно. Я не могла просто выкинуть этих кусков. Итак, мы посмотрели, вы поняли, да? То есть вот этот цвет достаточно нейтральный. Даже если бы он был холодным, он бы выглядел вполне хорошо. И большинство клиентов вообще разницы не увидит между этими оттенками. А теплый цвет полупрозрачным выглядит несъедобным совершенно на коже.
И буквально сегодня одна из моих студенток прислала фотографию вот таких рыжих бровей, что для нее шоком явилось. Если вы уложите пигмент правильно, плотно, даже если он теплый, и на правильную глубину, то он заживет нормально, какой бы марки этот пигмент не был. Если кожа, допустим, была толстая, сложная, или, может быть, даже клиент неправильно ухаживал, мочил, и остаток маленький, этот остаток, он как вот здесь примерно, он будет смотреться. Поэтому теплыми цветами нужно работать плотно. Ну, либо вы их можете использовать как корректоры. Так, мне кажется, здесь я сказала. Здесь я сказала. И вот эти бумажки я убираю. Вот сюда. Так, насыщенность и светлота я тоже сказала. Так, мы пришли к цветовому кругу. Вы знаете, нет, я сейчас вернусь назад немножко. Ничего не трогаю, Юр, мне нужен телефон, чтобы подключился. Это очень важно насчет количества, чтобы не явилось для вас, знаете, чтобы я не выглядела критиканом, который критикует все линейки пигментов, чтобы вы понимали просто, как создаются пигменты. Еще раз, смотрите, я вот сейчас возьму просто красный цвет. Вот он. Ой, я не ушла с серого, извините. Вот, насыщенный максимально. Его, если я буду постепенно менять. Вот смотрите, вот здесь он уходит в черный, как вы поняли. Вот здесь вверх он уходит в белый, а вот сюда он уходит в серый. У всех в телефонах есть возможность такую программку скачать. Она называется SketchUp и прочее, они похожи, и поиграться с этим всем. Смотрите, я просто буду чуть-чуть менять в сторону белого. Посмотрите, как сильно меняется просто сам по себе цвет. Вы понимаете, за счет чего такие огромные палитры в пигментах? Фу, блин, я не там сейчас двигала, простите. Так, сейчас я уберу вот эти. Не туда нажала. Вот первые два были правильными. Красный цвет. И мы уходим. Не, я лучше снова начну, извините, простите, чтобы было все правильно. Вот у нас красный цвет. Давайте я возьму какой-нибудь такой вот чуть розовее, малиновый. И мы начинаем с максимально насыщенного и двигаемся в сторону белого. Как вы думаете, как добиваются таких пастельных оттенков? Конечно, при помощи белил. Я работала долгое время в начале по совету какого-то опытного мастера пигментами. Они назывались Intense. И цвет был Red Cloud назывался. Он такой красивый был. Он прям был идеальный, какой-то такой нюдовый, розовый, классный. Но в нем постоянно, я несколько раз заметила и перестала им работать. Прям ты работаешь, и там серая крупинка, серая. И она могла закраситься и в кожу попасть. И меня это, конечно, испугало, я перестала им работать. Но смысл в том, что вот этих оттенков всех странных, пастельных, нюдовых таких добиваются на производствах точно так же. То есть это просто там добавлен и черный в том числе, потому что насыщенность максимальная цвету придается при помощи черного цвета. Ничем больше никто не сможет добиться цветов вот этих глубоких, насыщенных. Все ваши губные пигменты, допустим, ну и, конечно, бровные в том числе, вы видите, это все один и тот же красный. Я просто меняю его в максимально темный, максимально насыщенный, глубокий. Ну, этот уже, конечно, перебор, но зато он смотрится коричневым, как вы заметили, последний. Видите, верхний. И это я сделала из одного тона. То есть вот эта вся палитра губная огромная, бровная огромная у линеек перманентных пигментов, она вся делается, вот чуть-чуть добавили, еще чуть-чуть, а вы покупаете. То есть вы можете работать спокойно 2-3 цветами и на губах тоже, мешая их между собой в разных пропорциях. Все, теперь идем дальше. Тут я сказала, что хотела, я боялась забыть об этом. Поэтому цветовой круг.
Цветовой круг, которым обещают научиться пользоваться, научить вас пользоваться огромное количество мастеров на всяких мастер-классах. Во-первых, он сделан для людей, которые с цветами, в принципе, ничего общего не имеют, рисовать не умеют, соединять цвета не умеют, как кого какой оттеняет цвета не знают. Вы можете пользоваться, безусловно, этим кругом, но лучше просто держать эти знания в голове и попробовать все это на практике применить. У него есть две стороны, как вы знаете. Здесь тоже есть обозначение, вот насыщенность, цветовой тон. Тут даже сделано, видно, нет, как можно соединять цвета. И вот тут в дырочках вы, если смешаете этот с этим, получите этот. Но это не подойдет вам в жизни. Во-первых, потому что таких цветов на людях вы не встретите. И такими открытыми цветами не работаем мы все равно, потому что мы не толчем в ступке краски, не выбираем цвета, не смешиваем их сами, работаем готовыми. Он может вам помочь, знаете, в каком случае? Если вдруг вам надо выбрать цвета комплементарные. Что такое комплементарные цвета? Это которые у них как бы есть свойства для нас. Это значит, что цвет, допустим, вот этот и вот этот, если друг с другом смешать, противоположные, то вы получите простой коричневый цвет. То есть любой из этих цветов, если смешать напротив друг друга находящихся, то вы получите коричневый цвет. А что это значит? Это значит, что если к вам пришли зеленые брови, каких-то из этих оттенков, есть круги, кстати, где больше оттенков, то вы можете нейтрализовать эти зеленые брови при помощи вот этого оттенка, противоположного. То есть подобрав в своей палитре корректор, который максимально близок к этому. Там надо еще учесть много нюансов. Мы будем говорить об этом по каждому цвету отдельно на красках покажу. А еще одна версия, как его использовать, это, знаете как, купила, допустим, кофточку вот такого цвета, и ее отлично оттенит пиджачок вот такого цвета. Или, допустим, у вашего клиента глаза вот такие синие, классные. Это значит, что ему подойдут вот такие тени, чтобы глаз этот стал ярче. То есть комплементарность заключается в том, что вы можете выделить цвет, сделать его более выигрышным. То есть вот этот круг, он работает еще и для стилистов, которые одевают людей, которым лень одеваться самостоятельно. В подборе одежды, в дизайне, в подборе мебели для дома, штор и прочего. Я очень сомневаюсь, что этот круг реально поможет мастеру в перманентном макияже, но может быть только максимум прикинув, вспомнив, что смотрите, пришли фиолетовые брови, значит какой-то из оттенков желтого спасет вас, и вы исправите ситуацию. Это все, что вам надо знать об этом круге. И знаете как, когда вы перестаете думать и начинаете просто бездумно пользоваться чем-то, ничего хорошего не получится. Вам надо понять суть, прям вот в глубину залезть, вот составление вообще цветов. Особенно если вы собираетесь по моей инструкции, которую я вам сегодня дам, составлять миксы самостоятельно, то это прям вам точно вот это надо сразу выкинуть. Выкинула. Так, что это у нас? Ой, я 2 раза щелкнула. Сейчас мы начнем. Сейчас мы начнем разговаривать о коже, а я пока хотелось бы почитать вопросы, но тут много их. Можно ли миксом примерно мазнуть по коже? Можно. Я об этом тоже скажу чуть-чуть попозже, когда мы дойдем до пигментов. Так, выше не пойду смотреть. Про резкость не забывайте. Мы все в резкости, мне кажется, все нормально, да? У меня тут просто сидит. Мазать и вносить большая разница. Совершенно верно, Марианна. Совершенно верно, мазать и вносить большая разница, потому что то, что на коже и в коже, это просто совершенно огромная разница. И то, что можно нарисовать на лице и потом смыть, колористика там тоже важна. Если вы идете на какой-то званый вечер, надо выглядеть вообще вау, сногсшибательно. Вы можете все что угодно с собой сделать, в том числе вот такие малиновые тени, чтобы выделить свою шикарную радужку. Но вы должны потом умыться. А я видела тени красного цвета, реально. То есть мастер сделал тени красного цвета, чтобы выделить глаза. И это трэш, на мой взгляд. Потому что то, что в коже, это надолго, это немножко должно усилить, подчеркнуть красоту, скрыть немножко недостатки, но это не декоративное все. Так. Про типы кож я приду к этому чуть дальше. У меня целый блог посвящен этому.
Так, разве холодный цвет на холодной коже не даст синеву? Еще раз говорю, если кожа у вас реально холодная, а вот, допустим, у нас она холодная у всех, особенно в России, я вот раз мы 125 человек на курсе у меня проходит, и мы ищем теплую кожу, чтобы наконец-то ее студентам показать, но ее нет, все холодные, все малиновые, фиолетовые, сиреневые и так далее. Максимально темные цвета, они почти всегда все равно холодные. Поэтому вы должны работать прозрачно. То есть тут такая обратная сторона медали. Вы на очень холодной коже не можете работать теплым цветом прозрачно, можете работать теплым, насыщенным, ярким цветом плотно, потому что он ляжет ярко, плотно, и на холодной коже вы и должны работать таким образом. Если вам нужна только дымка, то да, вы можете работать нейтральным либо прохладным цветом, но прохладный это не значит, что он с синим подтоном, потому что я, допустим, из своей линейки пигментов вообще выкинула все цвета, в которых есть синий подтон. Он не нужен. Я вот мешала акву на днях, чтобы там всякие эти свои эксперименты делала. И там есть цвета, у которых реально просвечивается такая фиолетовость, какая-то сирень. Ну вот я вижу синий. И эти цвета я бы не использовала вообще в принципе, особенно новичкам. То есть все цвета, в которых есть прям синий какой-то подтон, не используйте. Все цвета, когда вы смотрите на него, и он коричневый, какой-то серый, допустим, насыщенный, им можно работать прозрачно. Им можно работать поверхностно, на максимально вот поверхностной глубине, скажем так. Но я не говорю, что работайте холодным цветом с синим подтоном на синей коже. Ни в коем случае вы такого не должны делать. Так. Вебинар будет под времени столько, во сколько я уложусь. Я не знаю. Я хотела бы максимально... говорят, что не дольше 3 часов должен быть. Ограничение, да, получается? Так, ясно. Значит, не больше 3 часов он будет. Как создать плотность татуажа? Количеством проходов или маленьким штрихом? Вы можете совместить и то, и то. Плотность, смотря какая скорость движения руки, какая скорость на аппарате, какая техника вам предпочтительней. Многие учат даже барашками работать, я против этих техник, но смысл в том, что ваши штрихи должны лежать прям близко друг к другу. Я не люблю маленький штрих, потому что он опасный, потому что если особенно вы работаете единичкой, создавая маленький штрих, вам легче уйти слишком глубоко. И тогда вам опять обеспечен этот холодный цвет, потому что вы помните, эффект Тиндаля это называется. Теперь все знают об этом. Так, максимально плотно, максимально поверхностно, лучше добавите на коррекции, как обычно, тут ничего нового. Органические и неорганические пигменты мы тоже на эту тему поговорим позже. У меня есть об этом блок. Так, про межресничку. Можно и черным работать. Я знаю мастеров, которые работают чисто черным. Если у вас очень легкая рука и вы работаете максимально поверхностно, эти черные цвета, которые созданы, они как бы уже созданы для работы открытыми ими. Не обязательно их разбавлять. Но если у вас рука тяжелая, и вы понимаете, что вы работаете грубо и глубоко, лучше добавить корректор. Вы должны сразу понимать. Вы же знаете, как вы работаете. Цветовые круги можно приобрести в любом художественном магазине, в интернете, где угодно. Но он не нужен, я абсолютно согласна. Выкинули круги. Программа называется SketchUp. Но таких очень много для смешения цветов. Так, про цветотипы я расскажу тоже дальше. Название программы я сказала. Рыжая, сухая кожа. Ну вот я рыжая, сухая кожа. Ну вот вы рыжая и сухая. У вас волосы рыжие, вам нужен теплый цвет. Но почти у всех рыжих кожа аж какая-то сине-зеленая, либо белая с сине-зеленым, либо веснушки бывают. То есть она холодная, еще и тонкая бывает. Поэтому в ней легко заглубиться. Вот прям ты такой прям чик и сразу глубоко. Вы должны брать, конечно, теплые оттенки. У меня, допустим, вообще был рыжий каштан. Много лет я им работала. Который уходил, несмотря на то, что он очень рыжий, со временем все равно через серинку, что менялось лазером вообще в один проход. Инверсия цвета помогала. Поэтому, конечно, вы должны работать теплым цветом. Особенно если ошибаетесь. Так.
Скажите, синие брови чисто оранжевым корректором. Так, мы придем, мы будем про корректоры мешать дальше цвета. Ладно, я пошла дальше. Кожа. Я буду рисовать. Посмотрите на этот слайд. Ну, вы наверняка уже искали и видели такие слайды. Я сейчас найду у себя. Где он у меня был? Кожа. Вы знаете, где лежит пигмент? Наверняка вы знаете, да, что кожа – это эпидермис. Наши зоны работы, которые нас интересуют, это эпидермис и дерма. Мы работаем, как нам кажется, в верхнем слое дермы. Смотрите, я сейчас буду рисовать. Сначала красным я отмечу. Смотрите, вот где-то здесь эпидермис, вот где-то вот примерно вот до сюда у нас идет вот это все дерма. То есть вот эта зона, в которой... Да, нет, это специально это на черном. Это зона, в которой вы должны положить пигмент. Как он там лежит? Виталий Микрюков, опять про него, у него есть, по-моему, целый какой-то то ли курс, то ли урок, один из курсов, посвященный коже, устройству кожи. Это очень важно для мастера. Вы должны знать, вы должны правильно оперировать терминами, особенно если вдруг перед вами окажется доктор, который лежит у вас на процедуре, а вы несете там пургу какую-нибудь. Бывает и такое. Мы должны работать в верхнем слое дермы. То есть многие мастера думают, что вот они вот примерно так кладут пигмент. Вот такая полосочка там во всю глубину лежит, и через кожу она видна становится. На деле мы работаем, мы не биороботы какие-то супер-пупер нано там технологии, не знаю с чем сравнить, которые точно знают глубину, на которую лег пигмент, или глубину, на которую нужно его положить. То есть невозможно, чтобы пигмент лег вот такой полосочкой идеально плотно на глубину, на правильную. То есть он выглядит, этот цвет, примерно вот так вот. Вот он раскидан вот так по всему, по всей дерме, и вверху, и внизу, и в середине, и очень глубоко. И у кого-то, когда вы видите брови, которые к вам пришли, и спрашиваете, сколько лет вашим бровям, а вам говорят, да 15 уже. Это значит, что вот здесь этот цвет лежит вообще. Вот здесь очень глубоко. Он уже там, он там навсегда вообще. То есть кто-то сильно постарался. Плюс вы прокрашиваете точно так же, внося пигмент в кожу, и вот этот слой тоже, ну, верхний слой, эпидермис. Через неделю корочки сходят, и этот слой у вас уходит, эта часть пигмента уходит, и остается вот этот рассеянный вот так. Он где-то лег конгломератом, где-то пустотой, где-то он лег каким-то полупрозрачным, правильным там, оттенком, как вы ожидали. Вы совершаете движение руки, и если оно у вас максимально стабильное, одинаковый нажим, они рядом лежат, эти штрихи, движение, скорость сама руки одинаковая, у кожи клиента не испорчена, допустим, рубцами какими-то, постакне, всеми вот этими вещами, которые кожу уплотняют, и игла уже не проникает, даже если вы с одним и тем же усилием работаете, на ту же самую глубину. Он у вас там вот так рассредоточен, понимаете? И почему к нам приходят на коррекции, иногда цвета, ты вроде все клал правильно, а он то яркий, то бледный, то яркий, то бледный, где-то оттенок поменял. Ну, как раз вот поэтому, потому что вы местами ушли в другой слой кожи. Почему я не люблю маленькие штрихи вот эти? Потому что они такие закапывающиеся, и такими маленькими штрихами нужно работать, наверное, пучками, там, от 3 и выше. Вы тогда будете ощущать вот это давление как нормально и прокрашивать такими маленькими мазочками, такой плотняк совершать. Я не люблю, как выглядят такие работы. И я не люблю делать их сама, и никогда не учила этой технике. Я люблю единицы, я люблю работать мягко, размашисто, дымчато, и это как бы чуть-чуть сложнее, но в итоге, на мой взгляд, выглядит красивее. Итак, я говорила о чем? Так, сейчас, секунду. Я когда много говорю, отвлекаюсь. Кожа — это фильтр. Так вот, когда сошли корочки, обновилась кожа, вот этот слой эпидермиса, он обновляется полностью вообще за
20, по-моему, 9 дней у человека в возрасте 25 лет и за 1,5 месяца, за 2 месяца даже у человека, которому 80 лет. То есть чем мы старее, тем у нас все процессы замедляются. Вам тоже это надо знать и учитывать, особенно с работой в работе, на возрастных клиентах. Давайте им, может быть, больше времени, особенно если он к вам пришел и заживший цвет вас удивил. То есть он не такой, как вы ждали. У них может краснота от травмы кожи даже сохраняться дольше, чем у молодежи. И вот этот слой, не знаю, сейчас его выделю зеленым, который обновился, то есть пустой, он станет фильтром для пигмента, который остался под кожей. То есть сквозь него пигмент будет просвечиваться, искажаться, как говорил Виталик, эффект Тиндаля, да? Просто искажаться благодаря вот этому оптическому эффекту. И еще и искажаться благодаря цвету кожи. Поэтому да, цвет кожи очень важен. Вы должны обязательно учитывать цвет кожи, ее состояние, ее толщину, ее возраст. Все это вы должны учитывать при работе с клиентом. Что там? Я должна следующий слайд класснуть. Мы пришли к Фицпатрику. Разделение существует цветотипов по Фицпатрику. В интернете тоже масса информации на эту тему. Я ничего не придумывала, это все вам надо учитывать и изучить более глубоко, чем даже я сейчас вам скажу. Имейте в виду, что вот наши кожи, видите, от самой белой чаще всего она еще и самая тонкая, самая сложная, прозрачная, до черной. Между ними, как и в радуге, есть миллион просто переходных оттенков, где вы будете сомневаться. Важен ли цветотип по Фицпатрику? Важен в определении пигмента, который вы выберете. То есть, допустим, у очень светлых, теплых, русых, холодных, русых, любых, у светлых, у первых 2 и даже 3 цветотипов вы можете работать пигментами на желтой основе. Я люблю пигменты на желтой основе, потому что особенно наши, допустим, татуировочные миксы, они уходят через холодный, и эти пигменты уходят почти вообще не меняя своего оттенка. Потому что желтый мало реагирует, видимо, просто с ультрафиолетом, он достаточно близок к коже по цвету и почти не вступает в реакцию, не разрушаются. А серый, он постепенно тоже бледнеет, и получается, что они как бы проваливаются в кожу, уходят не видно. Все остальные цвета на красной основе, я выбираю цвета, они выглядят ярче, использовать вы их должны плотнее, естественно, потому что дальше у вас пошли, как вы видите, уже такие яркие контрастные представители. Им нужны яркие брови чаще всего. И цвета вы подбираете для них, куда деваться, уже с красной основой, просто потому что невозможно создать коричневый, насыщенный, яркий цвет, который вы будете использовать для брюнеток, при помощи желтого. Потому что желтый, как вы понимаете, он светлый, и он очень сильно осветляет любой микс. Поэтому много очень оттенков насыщенных, но у них есть либо синий, либо красный подтон. И я для себя выбрала все-таки красный. Но я говорю о татуировочных пигментах, а не о перманентных. Поэтому да, Фицпатрик важен просто в выборе цвета, которым вы будете работать. Потому что вы должны посмотреть на волосы, вы должны посмотреть на волосы на бровях, потому что они часто разного оттенка. Чаще всего я лично выбираю цвета волосков на бровях. А это все равно все оттенки такого серо-коричневого цвета. Не бывает бровей каких-то прям очень, у рыжих может быть максимум. Какие-то прям такие выдающегося оттенка, который отличается от всех остальных. Что можно сказать о кожах по Фицпатрику? Они же совершенно разные, как раз это деление, оно о кожах. Первые 2 типа сложно загорают, первый вообще не загорает, он просто тупо сгорает, становится красным, малиновым, облезает и снова белым становится. Короче, чем проще кожа загорает, так тоже можно относиться. Чем безопаснее она загорает, тем она холоднее. Потому что совсем черные, они вообще абсолютно к ультрафиолету спокойно выживают, не сгорают и даже не загорают, потому что они так черные. Все остальные смуглые, они загорают легко, но они все холодные. И получается, где-то мы играем со 2-3 цветотипом по Фицпатрику в плане... У них можно пигменты между собой мешать. То есть можно, допустим, на 2 цветотипе вполне работать любым из пигментов ярких, просто прозрачно. Как я уже говорила, чтобы не было теплой основы. То есть он должен быть яркий, нейтральный, либо даже прохладный, потому что иногда приходят
блондинки и русые прям холодные, у них серые волосы, им совершенно не нужен теплый какой-то подтон в пигменте. Поэтому вы смотрите на свои пигменты. Есть такое, да, растирают на коже, но некоторые цвета, вот такие, допустим, насыщенные, кроющие, как наши, их невозможно растирать по коже. Вы можете, может быть, знаете, что сделать? Развести его с водой и просто посмотреть, как он смотрится, когда его очень мало, потому что, во-первых, он сразу как бы окисляется и меняет оттенок на поверхности, не поймете. Есть цвета с какой-то маслянистой основой, типа софтапа, по-моему. Их как раз рекомендуют наносить, у них реально какая-то масляная основа, я не знаю, какой состав у них, и его прям вот так вот мажешь, выбираешь, там миллион оттенков тоже, и ты подбираешь, который максимально подойдет к этой коже и к этим волоскам, которые, ну, у клиента перед вами. Поэтому да, теоретически можно, но на деле лучше просто-напросто, все просто, нету каких-то истин. Вы должны прислушаться к производителю, который даст вам правила, как работать теми или иными пигментами, и вы должны узнавать у мастеров, которые работают уже долго этими пигментами, примерно как они выглядят и как будут заживать. И на этапе покупки исключить все цвета, в которых говорят, что надо нейтрализовать корректором, то есть у них, значит, синяя основа, и, значит, скорее всего, вы будете мучиться с ними долго, потому что они всегда будут выглядеть еще синее, чем говорит производитель. Говорят, что он заживает с серинкой, значит, будет еще серее, потому что, скорее всего, вы его положите даже немножко глубже, чем надо. Мне кажется, я про эти цвета сказала. О чем мы там идем дальше? Цветотипы. Тут еще сложнее все. Цветотипы, это вот, смотрите, их 4 основных. На деле их просто миллион. И если пытаться определять, какой цветотип перед тобой, сойдешь с ума, потому что все меняют свой цвет волос, потому что все красятся неправильно. То есть цветотип очень важен в декоративной косметике, в выборе одежды, который подчеркнет красоту кожи, допустим, потому что реально мы проделали эксперимент. И он у нас где-то есть в Инстаграме, где одно и то же лицо и разный цвет. И на одном цвете лицо это выглядит шикарно, красиво, молодо, а на другом оно погасло, потухло, все прыщи вылезли, синяки и все прочее. Поэтому цветотип важен, но при выборе декоративной косметики, при выборе цвета губ, при выборе теней, если уж клиент ваш хочет декоративные тени надолго, потому что они должны сочетаться с цветотипом и с глазами, и при выборе одежды. Вот для чего важен цветотип. Что мне нравится вот в описаниях цветотипов, это упоминание контрастности. То есть если вы видите перед собой... Так, что у меня там? Не, назад. Ну ладно, пусть будет. Контрастность почему важна? Потому что, смотрите, допустим, зима — это всегда крайне контрастный тип внешности. То есть это белая кожа, черные брови и черные волосы. Это прям вот прям кардинально такая, очень сильная, яркая контрастность. Вы понимаете, да, о чем я? И цветотипы типа весны, допустим, и некоторых типов из лета светлых, они... цветотипы низкой или средней контрастности. То есть, когда ты на лицо смотришь, оно красивое, но на нем нету каких-то ярких цветовых пятен. И вот в связи с этим, если перед вами яркий клиент, ему вообще не нужна какая-то полупрозрачная дымка. Чаще всего им, чтобы лицо заиграло реально, потому что у них яркие глаза, у них почти всегда яркие ресницы, сочные губы тоже. Вот цветотип самый яркий, зима самый красивый. На мой взгляд, я люблю брюнетов. Это цветотип, которому еще и, скорее всего, нужны будут брови. Но, конечно, вы смотрите еще и на растительность. То есть, если они вот такие, как на картинке, то тут можно, да, поработать дымкой, потому что такому человеку просто надо придать форму, чтобы он мог за ней как бы ухаживать, ее придерживаться. А если это не контрастный цветотип типа весны, то вы выбираете, да, вы можете выбрать, безусловно, цвета в той же самой Акве, у которых белила, черт с ними, ну, есть они там, многие работают и продолжают работать, ничего страшного, но вы выбираете пигменты, которые подходят этому цветотипу по тону, потому что вот, допустим, вот эта весна на картинке, она какая-то прям тепленькая, смотрите, у нее какие-то рыжие волосы. Ей можно взять пигмент с теплым подтоном, если вы будете кроющий его класть. То есть он светлый, теплый, и вы его кладете плотно. Я никогда не говорю глубоко, всегда говорю плотно.
насыщенности вы должны добиваться количеством проходов, может быть, или укладкой, то есть ваши штрихи должны лежать прям рядом, друг на друге практически. А вот эти два цветотипа, лето и осень, они очень разные. То есть они очень разные, их очень легко спутать. И я даже не пытаюсь лезть в эти дебри, объяснять и более того, говорить о каких-то правилах в работе с ними, потому что это все полутона, оттенки. Ваш клиент вообще в принципе никогда не увидит там разности оттенков, особенно в огромной палитре. Поэтому вы можете работать нейтральными цветами почти всегда, либо темными цветами с теплой основой на таких, как осень, девушках, видите, у нее есть краснинка в волосах, и темными, максимально темными цветами, но с желтой основой на лете. То есть я вот прям для себя так делю: пигменты с желтой основой, с красной основой, и каждый из них уже регулируется плотностью нанесения. Но плотность вы выбираете, еще раз повторюсь, в зависимости от того, какая перед вами картинка. Если у вас вот здесь плотный пучок растет, даже светлого цвета, вы будете вынуждены довольно плотно прокрасить всю бровь, потому что вам надо по насыщенности сравняться с этим пучком, какой бы вы цвет ни выбрали. А если вы из светлых. А если вы выбрали яркий цвет, то тогда вам надо будет красиво обыграть только центр. Я имею в виду градиентом это все делать. А дымка останется вокруг, чтобы не сделать слишком ярко и слишком контрастно. Дымка останется вокруг, просто по периметру такой брови. Поэтому, конечно, каждый клиент, он очень индивидуальный. Делите клиентов на желтых и красных, делите пигменты на желтые и красные, делите кожи на толстые и тонкие. И чем толще кожа, вы знаете, сразу понимаете, что толстая кожа, вы будете работать вынуждены просто глубже, потому что она обновится и большая часть пигмента уйдет. Идем дальше. Как раз я сейчас о толщине кожи говорила и продолжаю говорить. Вы понимаете, да, что вот этот слой, вот у меня кожа, она ближе к тонкой. То есть вот эти, как определить? Вы определить можете защипом и по внешнему виду. Кожа тонкая, она часто мелкоморщинистая, как пергамент, на ней почти никогда нет прыщей, она не жирная, она более того сухая, это прям видно. И понимаете, да, смотрите, тонкий слой эпидермиса, на ней, он минимально исказит цвет, если вы положите его на правильную глубину, если вы не зайдете в эту кожу так же агрессивно, как на всех, допустим, толстых, на которых до этого работаете, и не уйдете туда вглубь прям, что часто тоже делают. То есть максимально поверхностно. И цвет исказится минимально, поэтому на тонких кожах вы можете работать нейтральными, прохладными даже, если ваша рука легкая. Выбирайте пигменты еще и с учетом вашей техники работы, потому что каждый мастер, как бы он там ни бодрился, не говорил, что он красавчик, он понимает, что его рука тяжелая или его рука слишком легкая, у него маленький остаток, но лучше пусть она будет легкая. И когда перед вами человек с толстой кожей, толстая, она еще бывает рыхлая, она бывает жирная, сальная, эпидермиса слой, как вы понимаете, на ней толще. А если она еще и смуглая, то это еще большее искажение. Вот на толстой коже вы должны взять пигмент в зависимости от цветотипа, от цвета волос на бровях. То есть вы там учитываете и цветотип, и Фицпатрика, все учитываете. Если кожа толстая и, допустим, брови темные, то вы берете самый яркий, самый насыщенный, но теплый пигмент в вашей палитре, потому что вы будете работать глубоко и плотно. Этот пигмент будет и должен выглядеть ярко, и будет выглядеть ярко. Поэтому чем тоньше кожа, тем прозрачнее, возможно, работа, но не берите очень теплые оттенки, потому что есть риск, что они заживут желтенькими либо оранжевенькими, эти брови. И не берите очень холодные оттенки, потому что есть риск, что вы заглубитесь на тонкой коже, возрастной особенно. Поэтому да, кожа имеет значение и большое. Идем дальше. Я готова почитать вопросы немножко. И мы перейдем к самому интересному — составлению цветов. Как спрогнозировать, каким цветом заживет. Как спрогнозировать, каким цветом заживет? Во-первых, когда вы берете все цвета холодные своей палитры, даже если вам прям плохо будет, потому что вы купили их много и они дорогие, оставите цвета либо нейтральные, либо с желтой и красной основой,
вам станет проще, потому что цвета на выходе ваши будут уже прогнозироваться проще. Спрогнозировать, как заживет цвет, вы можете, если правильно его подберете, правильно его внесете, и клиент ваш правильно будет ухаживать за вашей работой. Естественно, спрогнозировать на 100% вы не сможете. Чем взрослее кожа, тем будет больше остаток, это все знают. Чем моложе кожа, тем будет меньше остаток. И чем правильнее вы его уложите. Вот основное, конечно, здесь, в технике зарыто. Потому что практически любым цветом, особенно опасными яркими цветами, мастера просто тупо заглубляются. Даже если вы поработали, оставили дымку, мне в личку присылают постоянно много-много работ. И они все, знаете, как полупрозрачные, кожа светится, но они серые, они прям свинцово-серые. Что это значит? Это значит, что мастер давит сильно, работает размашисто и быстро. То есть между точками его остается большое расстояние, но точка уходит далеко в кожу, глубоко вносит пигмент, и он просвечивается холодным. И даже если вы возьмете офигенный теплый цвет и поработаете агрессивно, он заживет холодным. Поэтому прогноз дать, как именно на вашем клиенте заживет цвет, который вы выбрали, можете вы, да, но только при гораздо большем количестве практики. Чудес не бывает. Вы просто должны работать правильно, максимально поверхностно, не агрессивно, не знаю, без спешки, правильными одинаковыми штрихами. На моих курсах я об этом говорю постоянно, и все, что делают мои студенты на онлайн-курсах, это оттачивают это унылое бесконечное движение, когда вы делаете все правильно на одной глубине. Поэтому спрогнозировать цвет вы можете только убрав из своей палитры холодные оттенки с синим подтоном и работая на правильной глубине. Все правильно, все верно. Так, что тут у меня с микрофоном? Все? Ну. Так, начинаем говорить о создании цветов. Видите, да, на палитре, мне сейчас надо будет, наверное... Смотрите, цвета можно создать самый простой нейтральный коричневый. Вы можете прямо сейчас вместе со мной взять краски и делать это, даже без меня, потому что вы сейчас просто сидите, меня смотрите, берите синий, красный, желтый, соедините их, и вы увидите, что у вас, причем в равных пропорциях, вы увидите, что у вас получится простой коричневый нейтральный цвет. Он никакой, ни красный, ни синий, он коричневый. Ваш глаз его увидит как прям клевый правильный цвет. Это при условии, что вы не возьмете синего больше, допустим, или красного больше. Второй вариант создания коричневого цвета — это через черный. Уже давно все мои миксы созданы на основе черного цвета. Я исключила полностью цвета, в которых существует намек даже на синеву, в том числе цвета, из которых мы создаем, потому что я сама не могу найти чистые цвета, абсолютно красный, натуральный, абсолютно желтый. Поэтому в итоге мы все равно берем коричневые какие-то оттенки с каким-то там подтоном. Если вы видите малиновый оттенок, вы понимаете, да, какой это цвет? Давай, наверное, включим камеру, я порисую чуть-чуть, Юр. У меня тут шарики тоже есть, видите? Сейчас я вам... Давайте, ладно, сначала я вам покажу, раз уж я тут. Смотрите, я делаю, допустим, цвет из первичных цветов. Сделайте это красками, я сделаю это в виде вот этих шариков, которые мне лепила дочка целый вечер. Но они все разного размера. Представьте себе, что они одинаковые. Я сейчас говорю о создании коричневого цвета, где все один к одному. Одна капля, либо 3 капли, 3 капли, 3 капли. Видите, вот здесь у меня 3 капли. Если вы вдруг ошиблись и взяли, допустим, чуть меньше красного, у вас уже не получится нейтральный коричневый. В нем будет прям явно прослеживаться такая синь небольшая. Пока небольшая, если он концентрированный. Если его так размазать, он будет более виден, этот цвет.
Если вы возьмете больше желтого, то он станет такой желтый, он нейтрализует синеву и будет такой, что-то все зависло. Будет он каким-то малиноватым. Если вы вообще мало желтого положите, то он станет фиолетовым даже больше. То есть в зависимости вот от нахождения, от количества пигментов создаются оттенки, чтобы вы понимали. Я это и в видео говорила, и еще раз, то есть вот так упростила. Моим последним студентам на VIP-курсе вот это прям сказала, они сказали, аллилуйя, я поняла, как это работает. Вот это истинный коричневый цвет. Рядом я сейчас вам сделаю другой вариант коричневого цвета, который можно создать. В нем будет красный и желтый, кроме коричневого. Вот. Допустим, смотрите, конечно, я не буду брать 3 черных, я возьму одинаковое количество, допустим, вот так примерно. Если вы смешаете 1 каплю черного и 2 капли красного и желтого, у вас тоже получится коричневый цвет. Открою вам Америку, у вас получится коричневый цвет, даже если вы вот такой сделаете микс. Но я не советую вам таким цветом работать все-таки на коже, потому что он красно-коричневый, прям в хлам, очень красно-коричневый. И он такой цвет на самом деле редко кому подходит, потому что все-таки наши все цвета, они всегда уходят в какую-то такую, знаете, серинку, в русый. Даже для очень ярких клиентов у них волоски на бровях не нуждаются в подкрашивании красным цветом. Поэтому всегда берем желтый. Если вы возьмете, допустим, вот так, даже вот так, это получится у вас разные оттенки русого. То есть у вас будет, допустим, русый вот такой оттенок, достаточно красивый, очень-очень светлый, достаточно прохладный, потому что недостаточно вот этого красного, чтобы нейтрализовать всю серость, которую даст черный. А желтый сделает его таким безопасным. Безопасный, потому что желтый, он в коже, как я еще раз вам говорю, почти не виден. И если вы добавите немножко красного, вы создадите цвет тоже русый, но уже такой, знаете, для... Бывает не блондинки даже, они как бы русые, но такие яркие, насыщенные цвета у них, и брови яркие, и волосы яркие, но может быть кожа холодная. То есть все вот эти миксы, если создавать их самостоятельно, вы всегда должны, вот допустим, ваш истинный микс, да, и вы всегда накидываете еще каплю желтого на кожу, потому что не забывайте о том, что вы, возможно, уйдете немножко глубже, чем собирались. Возможно, кожа искажит, ну невозможно, а точно кожа исказит немножко оттенок пигмента, который вы положите в нее. Поэтому всегда, составляя миксы, чуть-чуть больше желтого. Это будет безопаснее, даже в очень яркие, насыщенные. Еще раз повторюсь, яркие брови для брюнеток вы должны создавать почти всегда плотностью большой. То есть у нее может быть дымка по границе, и она будет смотреться также мягко, но плотность даст тот самый насыщенный глубокий цвет, в котором нуждаются вот такие, как я. Видите, я черная практически, мне брови все время яркие нужны. Но бывает еще темнее, чем я, люди, поэтому надо использовать разные. Так вот, регулируя вот это количество красного и желтого, вы можете создавать цвета. И вот эти цвета на основе синей, они опасные всегда. Вы не знаете, как себя поведет этот цвет. Я имею в виду всегда, когда говорю об этом, как он будет выглядеть спустя время. Потому что он может выглядеть красиво первые полгода, допустим, или там несколько месяцев, а потом ультрафиолет разрушит вам красный, и он уйдет в какой-то свинец, некрасивый цвет, что часто бывает у тех, кто пользуется татуировочными миксами. Поэтому вот существует вот этот миф про то, что все татуировочные миксы, они свинцовые, уходят через свинец. Но они неверно составлены и неверно внесены. А краски эти абсолютно очень сильно предсказуемы и довольно безопасны на самом деле. Поэтому если вдруг вы будете играть с цветами, играйте через черный. Черный может выглядеть прям максимально черным
если вы положили его на правильную глубину, он почти не исказится, не уйдет вот в этот синеватый, голубоватый цвет. А синий, если он в коже, он с гораздо большей вероятностью, как вы понимаете, уйдет в холод, потому что он там и так есть. Но когда мы будем говорить о корректорах, почти всегда мы будем говорить о цветах, которые нейтрализуют вот эти холодные оттенки, то есть огромное количество пигментов вокруг нас, ими работали долго, десятилетия, другие мастера продолжают работать сейчас, тоже многие мастера. Они составлены именно на основе синего. То есть если вы видите оттенки малинового какие-то в насыщенных цветах, которые вы хотите использовать, то я не советую просто вам ими работать. Вот эти все оттенки, видно, нет? Это я сейчас плохо промыла кисточку. Угу. Вот здесь много синего, то есть здесь красный соединен с синим, это вторичный цвет. И опять, если он будет синее, это значит в нем больше синего. Если он будет краснее, то есть это фиолетовый, сиреневые цвета, они создаются так, вы же понимаете, да? И какого в них, естественно, соответственно, не хватает для нейтрализации? Того, которого нет, желтого. Если вы видите насыщенный цвет, я прям должна это тоже опять показать на телефоне. Сейчас я вам покажу. Есть? Если вы видите цвета, смотрите, я возьму. Я, по-моему, я такая, что я делаю? Я уже это делала или нет? Смотрите, видите, он смотрится коричневым. Он создан на основе очень холодного оттенка. Если я уйду вот сюда в красный и добавлю черный, он, смотрите, такой же шикарный коричневый, но он уже более безопасный. Если я уйду вот сюда в оранжевый и вот здесь я не двигаю, опять, смотрите, он коричневый при большой насыщенности. Если я возьму аэрограф и мазну им, видите, как он смотрится? То есть при большой насыщенности это коричневый цвет, при малой насыщенности он смотрится серым. Обратите внимание на это. То есть в колористике это прям очень важно, как вы внесете пигмент и сколько его там останется. Вы научитесь прогнозировать цвет, когда вы научитесь его правильно вносить, правильную плотность выбирать и работать на правильной глубине. Если я возьму вот этот цвет и поработаю аэрографом, он вообще, смотрите, он аж баклажановый. Не знаю, видно, цветопередача позволяет увидеть. Поэтому, если я возьму цвет, допустим, такой более безопасный вот из этой палитры и положу его плотно, то вот он ближе к истине. Видно? У него коричневинка такая прям благородная, она подойдет. Вот такой цвет нейтральный. Как говорит тоже одна моя студентка, я, говорит, из всех твоих в итоге определилась, я работаю там одним каштаном на всех. Там прозрачно, здесь прозрачно, нейтральный каштан выбрала, здесь плотно, там прозрачно. И мне недавно в личку кто-то писал про цвета хамелеоны. Типа кто-то рекламирует сейчас свои цвета как супер какая-то разработка цвета хамелеона. Но нет, он как бы, да, он встраивается в кожу, но при условии, что вы выбрали нейтральный цвет, работаете прозрачно, и как я вам показывала на цветной бумаге, он на каждой коже будет немножко по-другому выглядеть, потому что он смешается с цветом кожи еще и немножко исказится. Плюс еще волосы на бровях дадут как бы насыщенности, какой-то объем, рефлекс, там все изменится. Поэтому да, цвета хамелеоны существуют. Это обычные нейтральные цвета, которыми вы можете работать на 95% своих клиентов. На блондинах прозрачно, на брюнетах прям очень плотно. И если вы будете работать одним или двумя оттенками, вы совершенно точно будете знать, как они заживут, как они выглядят, потому что вы не будете сходить с ума при выборе, какой же цвет выбрать из этой палитры Биотека, где 150 цветов. Так, что у нас следующий? Следующий блок. Ой, тут интересно. Для ленивых, знаете, что мы делаем? Я уже говорила об этом. Мы создаем приложение, мы сейчас над ним работаем, и это приложение поможет вам подбирать цвета. Оно поможет вам выбрать цвет, подходящий
Кстати, ко всем зонам мы разработаем, оно будет на все зоны работать. Что покажешь, Юр? Ну, вот так примерно выглядит прототип, то есть уже работают над ним программисты. Учет кожи, учет толщины, возраста, волос, цвета, там, ваших пигментов, вашей палитры, потому что основные, скорее всего, там будут перечислены. Учтем вообще максимально все для того, чтобы навел телефон на клиента, телефон тебе сказал, каким цветом работать. Я прям очень надеюсь, что это сработает. Это будет еще очень, очень круто для ленивых, потому что все-таки основное количество не хочет заморачиваться, ковыряться, но хочет, чтобы просто им сказали: возьми вот этот цвет, ты на выходе получишь вот такой-то. А единственное, что надо не забывать об освещении, потому что определить, какой цвет программа сможет только если это будет абсолютно нейтральное, правильное освещение, где очень хорошо все видно. Поэтому ждите, как только будет готово, мы, конечно, анонсируем. Что, я иду дальше. Цвет волос. Почему у меня появились волосы? Это у меня какой? Как подобрать пигмент к клиенту? Приложение. Я уже говорила об этом. Я такая скакнула наперед, но еще раз повторю. То есть это же больная тема, как подобрать цвет клиенту вообще в принципе. Приложение вам поможет, либо вы должны обязательно учесть цвет волос на голове, цветотип клиента, чтобы выбрать подходящую контрастность, то есть она, как вы помните, бывает низкая, средняя, высокая, и вы должны определить, чтобы украсить этого конкретного клиента, ему нужно какую контрастность выбрать. Это значит как бы параллельно, вернее равно степень плотности прокраса. И когда вы смотрите вот знаете, как я подбирала, искала палитру волос как бы максимально приближенную к натуральным, потому что я уже молчу, какого цвета приходят женщины, у них цвет волос нескольких цветов бывает, и там все сложнее. Тогда вы просто на брови ориентируетесь, потому что вам надо подобрать пигмент, который подходит бровям по цвету. И опять, это основа либо красная, либо желтая. Если вы видите, допустим, прям мешаете цвет, допустим, в стакане или на ватном диске, видите зелень, зелень — это тоже желтая основа, и это значит, что там, скорее всего, через черный цвет создан этот. Ну, вот моя практика показывает, что все зеленоватые пигменты, они созданы на основе черного, желтого. Там, конечно, есть еще немножко красного, но его так немножко, что его почти не видно. Потому что попытка была увести вот для русых. Это блок русых клиентов. Русых клиентов всевозможной насыщенности. То есть это получается на верхнем ряду правая сторона вся, и на нижнем ряду, там, не знаю, первые 2, может 3. Это все на этих клиентах можно спокойно работать пигментами с желтой основой, которые, как вы помните, самые безопасные. А на остальных, особенно вот на очень ярких, вы, конечно, можете выбрать и свои пигменты. Если вдруг вы видите, размочив на ватке, я много раз показывала это, вот эти размачивания на ватках, это, конечно, все очень-очень-очень так приблизительно дает понять, как себя поведет пигмент в коже во время работы. И если вдруг вы видите малиновость, такую в дымке, холодность, какую-то синеву, то вы, конечно, если у вас других цветов нету, должны нейтрализовать это какими-то желто-оранжевыми корректорами. Ну, вот, допустим, в Акве это «Золотая осень», что ли, называется пигмент. Пигмент-корректор, который у них есть в линейке для того, чтобы можно было работать вот этими темными цветами с холодной основой. Но вы вынуждены просто будете ими работать, куда деваться. А цвет вы, да, выбираете при помощи, знаете, как анамнеза клиента. Возраст, толщина кожи, волосы, желаемая яркость и, конечно, ваши пигменты, которые у вас есть. Как вы понимаете, количество кож невероятное просто, цветов кож огромное количество. И толщину этих кож тоже, потому что у светлой, очень русой, пшеничной какой-нибудь блондинки может быть безумно толстая кожа. И это не значит, что эта толстая кожа наложит сверху вашего пигмента теплый фильтр. Она наложит теплый фильтр, но искажение вот это по тиндалю, оно все равно изменит его.
и не сделает прям сильно теплее. Вот, допустим, на тонкой коже, на теплой и тонкой коже искажение будет минимальное по тиндалю, то есть холоднее станет вообще на ничто практически, то есть его почти нет искажения. Но заглубиться проще на такой коже, поэтому аккуратнее. И да, вы выбираете нужную контрастность и вносите пигмент правильно, на правильную глубину. И еще раз повторюсь, мое личное мнение, что вот эти все огромные, я, по-моему, весь вечер сегодня об этом и говорю, огромное количество пигментов в линейках перманентных красок, оно рассчитано на то, чтобы вы их покупали без конца. В итоге все мастера, которые работают этими палитрами, пользуются 2-3 цветами, к которым привыкли, цвета, которые для них предсказуемы, они их поняли и даже не лезут в дебри остальных. Поэтому выберите 2-3, выберите безопасные, то есть самый темный на красной основе и самый светлый и нейтральный на желтой основе. Идем дальше. Контрастность. Вот она, контрастность, о которой я говорила. То есть вот, допустим, ей совершенно бессмысленно брать светлые цвета, понятно. Да, как бы плотно вы его не уложили, его видно не будет. То есть максимально яркий. Причем, если кожа тонкая, то можно работать и прозрачно, даже яркими, нейтральными цветами. Я не говорю о прям очень холодных. Я вообще не использую в своей палитре холодные цвета, поэтому я никогда о них и не говорю. И, допустим, самый темный мой каштан, он прям кошмарно теплый. Он очень насыщенный, очень кроющий и кошмарно теплый. Поэтому, допустим, на такой клиентке с холодной, опять-таки, кожей, с холодными волосами можно им работать, но только плотно. Им нельзя работать прозрачно, потому что он тогда даст такой красноватый оттенок, который не нужен. То есть им надо работать плотно. И почти во всех палитрах, которыми я когда-либо работала, принцип такой же. Просто вы должны уложить плотно. И вот такие вот люди, на них вы работаете пигментами с желтой основой. Если они светлые, то плотно, если они нейтральные и довольно насыщенные, то прозрачно, создаете форму. Но очень-очень-очень-очень-очень важно, какая растительность на бровях. Если это рельефные, густые брови, такие объемные, толстые, то вы, конечно, только плотно можете работать. Вы не можете работать прозрачно, особенно если часть брови потеряна. Я вижу такие работы постоянно, когда этот одинокий пучок посреди красивой нарисованной брови. Эта работа бессмысленная, на мой взгляд. Она, бровь не воссозданная, когда заживет, она будет бледной, клиент все равно будет ее подкрашивать. То есть вы должны работать плотно в тех местах, где волосков нету, и прозрачно в головках, безусловно. О градиентах мы сегодня говорим, но постольку-поскольку, потому что в общем и целом градиент важен, если вы работаете нейтральным цветом. Вы можете создать любую плотность, изящную серединку, прокрасить большие куски сверху и снизу бровей, оставить полупрозрачными. А теплыми пигментами вы так не можете сделать, потому что эта дымка будет какой-то слишком теплой. Запомните. Так, надо поотвечать на вопросы. Сколько уже идет вебинар, Юр? Сейчас 48. Спрогнозировать возможно ли, ведь когда внес кожу и зажило, цвет по-разному смотрится. Абсолютно согласна, абсолютно. Цвет совершенно по-разному смотрится, и поэтому и мазать почти все пигменты на лицо можно, чтобы прикинуть хоть немножко примерно, но выглядеть-то будет все равно в зависимости только от того, как вы поработали, на какой глубине, то есть от техники, в которой вы работали. Поэтому можно прикинуть, да, но когда мне присылают работы, знаете, вот здесь есть в чате наверняка, я знаю, Марианна, это один из наших студентов, у нее потрясающие работы, которые с классным цветом все. И она работала нашими пигментами, я не знаю, долгое время, и мне кажется, и сейчас продолжает, но я не уверена, но ладно, будем считать, что продолжает. И я беру ее работы, когда меня спрашивают, или она скидывает в чат тех, кто обучился, как эталонные в плане прокраса, потому что у нее минимальное искажение цвета, они заживают у нее так, как хотелось бы. А другие студенты могут прислать работу и сказать, смотрите, но она же серая, или она же красная, от чего такой цвет? Я всегда опять снова и снова говорю, все дело в технике. То есть только опыт и практика помогут вам найти эту глубину, на которой надо положить. Азиаты почти всегда холодные, почти всегда у них кожа толстая, поэтому
на азиатах работать я люблю, потому что кожа у них классная, но оттенки лучше брать потеплее. Светлый азиат возьмите с желтой основой, темный азиат возьмите с красной основой. Я желтая тоже как азиат. Запись, конечно, будет. Скажите мне, какой прохладный пигмент? Оливковый. Ну, о корректорах сейчас, вот следующий блок будет. Оливковый — это цвет-корректор, вообще его чистым никто не использует. Испанцы горячие. Так. Можно работать любой иглой. Можно работать единицей 0,25, 0,1, 0,3, 0,4, больший размер, если есть. Можно работать пучками, можно работать всем, чем вам удобно. Главное, на правильной глубине. И помните, что единицы все, они травматичные. Единичка 0,25 или 0,20, она оставляет настолько маленькую точку, что ну, как бы не видя результата, мастер начинает давить сильнее. Я это сама наблюдала. Поэтому берите лучше 0,3. Ну, самый нормальный размер, отличный. Запись будет в течение года доступна. Давайте так, черный цвет выходит из кожи, если поверхностно работать или нет, или годами сядет. Черный цвет, он такой же, как и все остальные. Возможно, у диоксида титана, может быть, нам Виталик потом ответит, больше молекула сама, и он держится поэтому дольше. Но черный цвет уходит точно так же отлично, если вы внесли его на правильную глубину. То есть цвет уходит, скорость его ухода зависит от возраста, от образа жизни и от глубины, на которую вы его положили. Есть слои кожи, в которых продержится месяц, вместе с корочками уйдет, вообще реально через месяц с обновлением эпидермиса уйдет. Есть идеальный наш любимый слой кожи, в котором 1,5–2 года продержится, и кожа обновится полностью, и цвет ваш уйдет. И есть глубина, на которой он будет всегда, навсегда, и помрет с ним клиент. То есть настолько глубоко внесете его. И не важно, он черный или он коричневый, или он красный, совершенно не важно. Хорошо. Что делать со смуглой, пористой, жирной кожей? Смуглая, раз, холодный фактор. Пористая, ну ладно, она просто, скорее всего, толстая, потому что все пористые кожи, у них толстый этот слой, аж эти поры как кратеры. Жирная, да, это сопутствие тоже толстой кожи. Работать можно даже под углом. Открою вам Америку, может быть. То есть мы всегда учим работать максимально вертикально, потому что как бы точка прям как легла, так и осталась. Но на толстой, пористой, жирной коже можно работать под углом, чтобы пигмента там осталось еще больше. Потому что когда игла входит в кожу вот так вертикально, остается, вот, допустим, вот такой вот видимый след сверху. А когда игла входит под углом, сверху остается вот такой большой видимый след прям. Поэтому пигмента больше останется. Толстая, пористая кожа унесет при обновлении с собой большую часть пигмента. Поэтому мало того, что вам надо его положить на правильную глубину, на той, на которой он сохранится после того, как сойдут корочки и пройдет месяц, вам еще и нужно не заглубиться, потому что эта кожа, она бывает иногда как пятка, вот прям, вот ты давишь, и кажется, уже все, дальше куда, уже все протестует в тебе, но пигмент не остается. Тогда я применяю технику вот под углом. То есть вот если это кожа, вы вот под таким примерно углом, такими же штрихами работаете. Просто аккуратно у краев, чтобы не расширить слишком сильно. Потому что если это вот кожа, и вы вошли под углом, то как бы цвет уже за периметром может лежать. Вот ближе к периметру, к контуру, вы должны становиться вертикальнее, чтобы контроля было больше. Поэтому вот такой ответ. И, естественно, на очень толстой, смуглой коже берите пигменты с красной основой, и кладите плотно, чтобы он лег ярко. Но при условии, что это брюнет. А если это русая, но толстая, смуглая кожа, то русые волосы и толстая, смуглая кожа, то тогда с желтой основой. А техника внесения та же самая. Я думаю, что пигменты Тинель — это татуировочные миксы, которые такие же, другие, может быть, но техника работы точно такая же. Про шестое чувство пигменты, давно уже я ничего не скажу про эти пигменты. Многие студенты, которые на них работали, от них уходят. Многие продолжают на них работать, и им нравится. Это
100% такие же татуировочные миксы, как и наши, просто преподносятся как перманентные. Как назовешь, так и ничего не скажу. У них я их видела, когда-то я ими даже пробовала работать, даже на себе носила, пока они не посерели. И они выглядят желто-зелеными. Все. Иногда прям ядрено желто-зелеными, аж пугают. Но на деле красивые вполне цвета заживают, и многие мастера ими работают. Поэтому если вы работаете и вам нравится, продолжайте работать, все нормально. Не поняла вопрос про верхний слой дермы. Ладно, там уже между собой. Потом вопросы. Ладно, вопросы, в принципе, пойдем дальше. Вопросы, на которые я уже ответила, они все те же самые, на которые я, в принципе, ответила. Так, мы пришли к корректорам. Цвета-корректоры. Когда можно корректировать тот или иной цвет? Самое первое и важное – это когда форма позволяет. Чаще всего с такими цветами, которые нужно корректировать, приходят безумные совершенно формы. У нас, как вы знаете, существуют критерии качества, и если новая форма будет создана и в нее не впишется то, что у клиента, мастеру работать запрещено. Мы должны исправить, удалить, потому что это безумие. Поэтому сначала вы оцениваете, а измените ли вы форму, даже если измените цвет, сможете ли вы изменить форму. И мы поехали, начинаем сразу с синего. Да? Могу на шариках выкладывать, могу рисовать. Как вам удобней, как вам понятней, скажите. Могу делать и то сразу. Давайте так. То есть если у нас, смотрите, был когда-то цвет, мне сейчас нужно... То есть синий цвет вы запомнили, да? Уходим в шарики и в цвета. Вот, у нас был когда-то обычный коричневый цвет, скорее всего. Я схлебну воды. Вот эти два цвета разрушились от ультрафиолета. Во многих пигментах они нестойкие. Как вы замечали, баннеры выгорают в первую очередь, они становятся синенькими все. То есть это нормально. Пигменты так себя ведут от ультрафиолета, он их разрушает. Соответственно, у нас ушла вот эта составляющая. И что нам нужно для того, чтобы вывести цвет в нормальный? То есть нам нужен красно-оранжевый цвет. Если это брюнетка, то насыщенный. Если концентрация синего высокая, то он должен быть, естественно, очень плотно положен. И ни в коем случае вы не должны заступать на границу, на чистую кожу, естественно, потому что вокруг у вас будет оранжевая дымка. Сейчас я помою краски. Ой, переживаю, что не 500 человек куда-то делись. Итак, синий цвет, он может быть разной концентрации. У меня тут простой синий цвет. Что я беру для него? Я беру, я возьму просто даже красный. Нам-то не хватает красного и желтого. Ладно, я возьму сразу и желтый. Кашу сделаю. Вам видно? Вот, все, он стал коричневым. Вы можете делать это со мной вместе. Он не красный, на ваших экранах он может выглядеть красным. Вот я добавлю немножко коричневого. То есть это, знаете, как мне сложно, у меня кисть набирает, я не могу, это неконтролируемо, она набирает больше цвета, чем мне нужно. То есть увидев синий цвет, вы должны взять красный с желтым, соответственно, такой насыщенный, глубокий красно-коричневый цвет. Корректоры обычно для этого, прям написано на них, что это красно-коричневый, красно-оранжевый, в зависимости от того, в какой вам цвет надо вывести. Если в брюнета, то он прям красно-коричневым смотрится, кирпичным. Если в блондина, то там может быть чуть-чуть желтого, но не переборщите с желтым, потому что синий плюс желтый, помните, да, получается зеленый. Все-таки красный там должен быть и в большом количестве. Поэтому вы должны вывести в 1 к 1. А если, давайте следующий слайд у нас. Покажешь следующий слайд, Юр? Фиолетовый. Я тоже сейчас разберу несколько цветов. Фиолетовый ближе к синему, то есть он как бы сиреневый.
при помощи шариков сначала, смотрите, фиолетовый, это у нас получается цвет, в котором либо вот так прям один к одному сохранился, желтый разрушился, его там не было, или что, я не знаю, как это произошло, либо это вот так, когда красного меньше, и он тогда сиреневатым смотрится, либо это вот так, когда красного больше, и он смотрится таким прям фиолетовым, как фиалки, у них же как бы краснинки больше. Смотрите, вот скажите мне сами, какого цвета здесь, допустим, не хватает. То есть вы, конечно, не будете использовать синий снова, вам надо перекрыть, то есть вам явно не хватает желтого прям, то есть фиолетовый вывести или сиреневый, нет, фиолетовый вывести в коричневый можете при помощи желтого и его оттенков. То есть если у вас брови фиолетового, насыщенного, глубокого цвета, яркие, допустим. Акварель, краска не очень яркая. То смотрите, вы берете желтый. Где он? Вот он. Желтый, такой максимально теплый, потому что есть еще желтые цвета, которые как бы с белилами, и они вам не помогут. Вам надо максимально насыщенный, кроющий. И видите, выводит в русый цвет. Фиолетовый очень просто вывести в красивый русый оттенок, если положить туда вот такой желтый, насыщенный, глубокий цвет. Чем он будет глубже, чем он будет плотнее вами положен, тем красивее будет результат. И я не сторонник работы на одной процедуре по исправлению и цвета, и формы. Если уж клиент ходил с этим много лет, он походит еще неделю с оранжевыми бровями. Более того, запомните, это важно, если вы корректируете цвет, он будет у вас выглядеть в 2 раза ярче. То есть сначала вы проходите цветом-корректором, бровь становится того цвета, который вам будет нужен, а потом вы в 2 раза усиливаете этот цвет. И от вас клиент уходит, допустим, с желтыми бровями или, допустим, с оранжево-красными насыщенными бровями. Он ходит с такими бровями неделю, корочки сходят, и цвет остается такой, какой вам нужен. С большей вероятностью, чем если вы положите мало пигмента. Это понятно, да? Так, и я беру такой цвет, я сюда добавлю синего, ближе к синему. То есть в такой цвет, где больше синего, сиреневый, скажем так, опасно класть желтый, потому что вы можете на выходе получить сложные зеленые брови. Поэтому тут у вас цвет, как вы понимаете, вот смотрите, то есть вот у нас синий, в котором вот, допустим, вот так. То есть видите, какая пропорция цвета получается. То есть 3 капли желтого, 1 оранжевого. То есть это такой почти желтый, но уже оранжевый, такой ближе к тыквенному цвету, цвет корректора. Если у вас, допустим, есть корректор насыщенный желтый, насыщенный огненно-красный и оливковый, то больше вам ничего не надо, потому что вы можете эти 3 цвета между собой миксовать, чтобы получить любой цвет при любом цвете некачественного татуажа, который к вам пришел. Что там дальше? Серые. Серые брови я люблю больше всех, потому что их проще всех вывести в нужный вам оттенок. То есть если это хорошая форма и серые брови, при условии, что лазер вы не использовали и не хотите использовать или не имеете возможность, вы просто берете, допустим, русый и туда каплю корректора и прям делаете процедуру. Это при условии, что хорошая форма. А если вам нужен каштановый, то вы берете свой коричневый любимый каштановый цвет, туда каплю корректора и прям работаете. Потому что вот такой вот, как на экране, не очень красивая форма, но достаточно легко перекрываемый серый цвет. С ним работать реально проще всего. Но если к вам пришла такая девушка, и она светлая, она говорит, мне надо бледненько, можете попробовать вывести его в светлый благодаря желтому. Но я всегда за лазер, когда есть возможность изменить оттенок. Так, идем дальше. Вот это самый-самый сложный вариант. Посмотрите, сколько там цветов. Там есть какой-то оранжевый, желтый, малиновый. В местах заглублений он стал каким-то фиолетовым. То есть, если вы собираетесь реально работать на такой брови, то вы должны использовать все виды корректоров. Более того, только там, где они нужны. То есть вы проходите сначала, допустим,
по фиолетовому, выводите его при помощи желтого в оттенок вам нужный. Потом вы берете совершенно другой корректор и проходите только по там, оранжевому или какой там цвет. А желтый можно не трогать вообще, если он в зоне вашей работы. Вы можете на процедуре после заживления на коррекции делать прям сверху него, он вам мешать не будет. Желтые, если брови приходят, то вы просто работаете сквозь них, он вам даже поможет, создаст такую теплую подложку. Так, что там дальше у нас? Вот это цвет, который я не люблю больше всего. Вот эти малиновые все оттенки, которые получаются после многих перманентных пигментов. Если он осложнен вот таким вот вариантом, когда там что-то пробовали делать, рисовать волоски сверху, там что-то еще, то опять вы работаете по разными цветами, по разным оттенкам, а по малиновому, то есть мы тоже, да, смотрите, у нас осталось много красного, ушел желтый и немножко синего остался. То есть чтобы вывести в коричневый, вы что должны сделать? Вы должны взять много желтого, синий не берем. Синий не берем, потому что в этом случае синий цвет заменяет нам оливковый. Оливковый это зеленый, а зеленый состоит из желтого и, как вы понимаете, синего. Поэтому это получается у нас вот такой какой-то корректор оливковый, то есть много желтого и немножко зеленого. Понятно объясняю? С шариками понятно? То есть вы всегда, это же сейчас я тоже очень просто говорю, то есть я прикинула, что там 1 к 1 в коже должен находиться цвет, и мы сейчас говорим о коричневом, который создан из как бы первичных цветов, не на основе черного. А в общем-то мы работаем по сути всеми цветами, кроме синего, потому что зеленый, все зеленые корректоры, которые я видела, они такие очень мягкие, очень теплые, там нету открытой зелени, это очень-очень теплый зеленый, такой болотно-желто-зеленый цвет, они вот такие все светлые, очень оливковый, желто-зеленый, поэтому вот так. И да, мы переходим к следующему слайду, это оранжевые брови. Оранжевые брови и оттенки красного, прям такого открытого красного цвета я встречаю часто. Очень часто они приходят, они отлично реагируют на лазер в половине случаев, и в другой половине они делаются еще как бы чуть-чуть насыщеннее. Вот этот красный цвет, я его не люблю, я люблю цвета, которые уходят через серый. Смотрите, оранжевые брови, сами понимаете, да? Вот у нас цвета, которые создают оранжевый цвет. Соответственно, нам сюда надо взять оливковый, зеленый. Я не говорю, что 3 части зеленые, я говорю всегда заместить одну часть любого корректора на желтый, чтобы это был как бы поправка на искажение кожи. Понятно? Поэтому, естественно, вы никогда не будете работать никакими оттенками бирюзовыми. И почему я выкинула круг? Потому что там напротив красного цвета бирюзовый, какой-то такой холодный. И кто-то может взять и сказать, ну вот же напротив, значит им надо работать. Нет, вы всегда работаете более теплыми цветами, еще более теплыми, чем те, которых нам не хватает. Понятно, да? То есть, и, допустим, я тогда сейчас покажу еще, как красный мы меняем. Вы там уже, наверное, порисовали на своих бумажках, я надеюсь, поиграли с цветами, потому что не прожив это, то есть, вот это очень ядреный, конечно, получился. Вот добавим его. Вот он нейтрализован, ушел как бы в русый. Но акварель, опять, краска прозрачная, и она не полностью передает. Если сделать это насыщенно, то вот он смотрится русым. Но, естественно, все это зависит от концентрации. Если прямо перед вами я видела брови, которые ярче губ, очень, очень красные прям. И да, их надо перекрывать очень плотно и чуть-чуть накидывать желтого, может быть, на зеленый еще больше, потому что, когда вы работаете плотно, короче, это должен быть оливковый все равно цвет,
но не самый такой глубокий, потому что я видела перекрытые красные брови на толстой коже, которым лет, наверное, 7 было, очень много. Это значит сразу, вы же должны анамнез собирать с клиента, это значит, что он лежит очень глубоко, этот цвет, и будет там лежать еще долго. И когда вы свой поверхностно положили, он уйдет через там, полгода и опять вылезет. То есть этот клиент ваш навечно на подправление этого цвета. Так вот, если вы хотите на подольше, вы должны глубже уйти в кожу. И есть корректоры такие, очень насыщенные, я видела, зеленые оттенки, ими опасно. Поэтому чуть-чуть можно их разбавить желтым еще тоже цветом. И почти не встречала я прям теплых, красных цветов на бровях. То есть если это оранжевый, он прямо оранжевый. Чаще всего от лазерного удаления случаются оранжевые брови. А если это красный, то он всегда с какой-то малиновинкой. То есть там есть немножко синего, и поэтому я любитель желтого цвета, он мне самый любимый. И я его всегда немножко больше кладу. Так, и пигменты, да, все. Так, давайте я почитаю, что там у нас пишут. Можно ли удалить глубоко положенный цвет, которому 10 лет? Вот эти цвета, долго лежащие в коже, они чаще всего вообще шикарно реагируют на лазерное удаление. Классно, прям с одного раза становятся русыми. И тогда да, можно. Ремувером и лазером. Так, я так поняла, телефон обсуждают. Как перекрыть забитые 15-летние брови? Я взяла на такие на перекрытие. Я брала в первые пару месяцев работы на перекрытие все. Мне было очень интересно, как это будет. Я просто цветом перекрывала и корректорами перекрывала. И в итоге они спустя там несколько лет пришли, все я их удаляла лазером, потому что клиенты могут на вас давить, могут заставлять, но всегда лучше лазером удалить. Потому что они никогда не будут довольны, а это наслоение бесконечное пигментов, вы не сможете предсказать, как они будут выглядеть, форма там, скорее всего, безобразная, и клиент созреет на удаление, и просто надо будет удалять больше слоев. Так, что там? Я же читаю тут. Как относимся к текстуре. Я люблю текстурированные иглы за легкость работы с ними. Текстурированные иглы более травматичные, но круче кладут пигмент в коже. Перекрывать только с легким остатком, иначе будет плотняк. Совершенно согласна. Перекрываем мы только легкие чаще всего, и вообще перекрывать стараемся по минимуму. И вам советую того же. Так, как понять, что желтая основа? Давайте еще раз. Вы разводите пигменты в стакане с водой. Это видно будет. Они такие прям желтые, теплые, какие-то желто-зеленые оттенки. Вы капаете его на ватный диск. Вы увидите, там будет либо прям красная дымка расходиться, либо желтая по периметру, ореол. То есть там, значит, много желтого цвета. Плюс описание к пигментам. Все уважающие себя линейки пигментов, вот, та же самая Aqua, они очень хорошо подходят. Они прям описывают, они говорят, основа желтая, основа красная, основа зеленая, как работать на такой коже, какой добавить корректор. Если даже вы работаете такими пигментами, как Aqua, то как и любые другие, я уверена, что и даже в том же самом биотеке такая же палитра расписанная. Вы просто читайте, вникайте, потому что основу пишут почти все. Вот сейчас выходят мои новые пигменты скоро, и там тоже будет прописаны основы, как ими работать. И я еще и делаю каталог очень подробный на эту тему. iColor пигменты я не пробовала, простите, извините. Бывает, через полчаса на диске появляется кислотно-салатовый цвет. Что это значит? Честно говоря, я такого не видела. Прям кислотных цветов я избегаю. Знаете как, вот я разводила Aqua ту же самую, и, по-моему, у Hazelnut был очень интересный прям в стакане взвесь. Когда она осела, вода была очень странного цвета, как раз такого какого-то кислотного. Возможно, это какая-то реакция пигментов с компонентами, из которых состоят пигменты, понимаете? Она вот такая видимую, знаете, как в масле все цвета выглядят по-другому. Я не говорю, что там масло, но там глицерин какой-то, он искажает свет каким-то образом, что выглядит так странно. Запись будет, да.
Да, почти все те, кто хорошо загорают, особенно испанцы, они холодные. Все те испанцы, которых я видела, они реально были холодные, еще и кожи были толстые. Поэтому аккуратно с ними. Вазелиновая основа. Я не знаю, что есть пигменты с основой вазелиновой. Вообще вазелин как бы в коже ему делать нечего, на мой взгляд. Может, вы ошибаетесь? Сейчас я скоро включу видео от Виталия Микрякова про состав пигментов. Там будет много интересного. Анастасию Гельманову я не знаю, к сожалению, ее пигментов тоже не знаю, и поэтому я вам не подскажу. Я уверена, что если это хороший мастер, она дает тщательную аннотацию к пигментам. Смотрите всегда аннотацию, лазите на форумах, столько линеек пигментов. Вот мне сегодня написали, а как же Тинель, Айколор, блин, забыла. Ханафи, еще какой-то пигмент. Они же они не перманентные. Эти все пигменты татуировочные миксы. Просто их называют красивыми словами. Я знаю, что мне писали, я не на 100% уверена, что Ханафи пигменты, я видела, они красиво заживают. Их сделала Ольга Тарасюк, которая всю жизнь работает татуировочными пигментами, с ПМ-форума создательница. И, ну, это тату-пигменты все. Поэтому принцип такой же. Так. Существует мнение, что вся кожа серая, не проще ли работать чистыми цветами. Я была бы счастлива работать чистыми цветами. Более того, я была бы счастлива покупать вообще килограммами сухую взвесь, сухой материал и знать точно, из чего они состоят. Но на деле все цвета, которые я покупаю, они не чистые. Они все, если это желтый, мне нужен глубокий желтый, он с чем-то, он там немножко с красным все равно. Поэтому чистых я не встречала, честно говоря. Поэтому, знаете, берете самый классный коричневый цвет, который вам нравится, но вас пугает, и для насыщенности вы можете не самый яркий, такой какой-то нейтральный из татуировочных, и вы можете туда добавить одну каплю, допустим, там, не знаю, на 6 капель этого пигмента, и он станет глубже, насыщенней, но он не станет намного опаснее. Но если это цвет с синей основой, в котором прослеживается малиновый, то он станет опаснее. Да. Почему я вам сейчас даю, знаете, как удочку, говорят, не давай рыбу, давай удочку. Я вам даю удочку, поймите, разгребите и подойдите к созданию миксов, если уж вы собираетесь делать это осознанно, понимая, как цвета создаются. Так. Смешно пишет, вебинар завис на планшете, подключился с телефона, теперь работает и там, но две разные информации. Какую смотреть? Там, видимо, чуть запаздывает на одном из устройств. Так. Блин, технические вопросы, народ. Почему на азиатках теплые пиги заживают с фиолетовым оттенком? Джамиля, я подозреваю, что ваши пиги не теплые. Скорее всего, в них есть синий цвет просто, и все. Я какое-то время в самом начале, знаете, как есть Dark шоколад в Intense. Он такой красивый, глубокий, но там так много синего. И какое-то время в самом начале, вот лет 5 назад, мы работали с ним и мучились. Он то ложился идеально, то ложился с баклажаном, прям баклажановый подтон. Это то, о чем вы говорите. То есть, скорее всего, ваши цвета как раз-таки вот с этим подтоном синим размойте, разгребите, капните на раковину и посмотрите там на мокрой раковине, на белой. Расходится вот так вот прям иногда цвета, вот эти сложносоставные, коричневые, уже готовые, когда вы капнете, он прям разной плотности или что там, не знаю, они расходятся, прям видно цвета, из которых они состоят. Анализируйте свои цвета по максимуму, прежде чем работать. Если вы видите, что они вот фиолетовые, ну добавляйте сразу желтый корректор. Зачем вам фиолетовые брови? Да, так, ладно, идем дальше. У нас остается мало времени, я уже очень много говорю, а у меня еще Виталик ждет. Вот, снова количество палитрах. Вот вам пример аквы. Блин, я купила всю их палитру когда-то, и я просто офигела. Это вот так вот белилами немножко разбавленные все до насыщенных. И насыщенные они, конечно, уже без белил, они отличались там странностью некоторых оттенков, они меня сразу пугали, я видела много холодных. И плюс еще сам, даже желтый, я работала какое-то время на акве, пигменты с желтой основой умудрялись уходить через красный цвет спустя 1,5 года, и все, я перестала работать аквой.
И вся эта гигантская палитра пигментов рассчитана на то, чтобы просто вы покупали огромное их количество и мучились выбором, они у вас засыхали, вы докупали, и все это плохо. Итак, глицериновые или спиртовые. Наконец-то я помолчу. Мы начали говорить о пигментах. Сейчас я вам включу Виталия Микрюкова, который владеет информацией больше. Вот я не знаю, на какой основе пигменты, которыми я работаю. Я даже не хочу смотреть, потому что я выбираю их по кроющим качествам и по остатку после заживления, и по тому, как они выглядят спустя время. Это все, что меня интересует. Физика, химия, это вообще прям далеко от меня. Поэтому включаем Виталика, а я попью водички. На основе глицерина и на основе спирта. В чем разница? Ну, и глицерин, и спирт являются хорошими растворителями, и по сути это вещества, которые относятся к одной группе химической, это спирты. То есть у глицерина, так давайте, ой, отражается, ну ладно, зачитаю. У глицерина формула C3H5OH3, а у этанола C2H5OH. Опять же, не всегда используется этанол, возможно, какие-то пропилены, изопропиловый спирт и так далее. Короче, в общем, основная суть у всей группы спиртов, то, что они хорошо растворяются, являются хорошими растворителями. Опасными являются только одноатомные спирты, это метиловый спирт, и ряд других. Но их, конечно, не используют. То есть используют в качестве растворителя только безопасные соединения, которые также используют в пищевой промышленности, в картриджах для электронных сигарет и тому подобное. В общем, большой принципиальной разницы есть различия в физических свойствах разных спиртов. У кого-то больше вязкость, у кого-то выше температура кипения, плавления и так далее. Поэтому все зависит от рецептуры, принципиальной разницы для организма нет. В целом практически все компоненты помимо пигмента, самого пигмента, то есть вот этих нерастворимых частиц, растворяются, разрушаются и элиминируются из ткани довольно быстро. А вот пигмент остается надолго, читай, в редких случаях навсегда и немного позже. И немного позже, это очень клево, я ржала тоже в прошлый раз. Что там у нас дальше? Классом. Так. Густота и концентрация. Это то, что я люблю. Я сейчас вам покажу видео, наверняка вы его уже посмотрели у меня в Инстаграме, но для меня оно прям очень показательно. Я пробовала, вот честно пробовала работать многими перманентными пигментами, чтобы скинуть с себя разработку миксов и просто работать готовым материалом. Но результат меня никогда не устраивал именно из-за концентрации. Эти загустители, это аква, которую ты выдавливаешь, она вот так вот лежит горкой просто, ее надо разбавлять, но она такая не за счет того, что там много пигмента, а за счет того, что там загустители просто. Давай, включай, Юр. Органика и синтетика. Видео про стаканы. Виталик нам еще расскажет про органику и синтетику, это тоже интересно очень.
тему о концентрации, ну вы поняли, да? Аква, несмотря на то, что она одна из самых концентрированных, вот сейчас вышел пермабленд, и вроде как у Аквы появилась линейка, я слышала, еще более концентрированная, ее я еще не видела и не пробовала. Вот такие вот эксперименты просто, они настолько наглядные. Если вы заметили, два крайних правых стакана, это черный наш цвет и черный аквы цвет, насколько он был прозрачен, хотя там по 3 капли и того и другого. То есть концентрация это основное, что отличает перманентные от татуировочных. Не какой-то вред мифический. Ну цена еще отличает, потому что так как пигменты концентрированы, используете вы их гораздо более в меньшем количестве, естественно, дольше они у вас держатся, чем это аква. Пузырька хватает там на 10 клиентов и, соответственно, гораздо больше у других. И очень меня поразило, как они себя вели, потому что в целые сутки, вообще на самом деле 2 суток простояли пигменты и так и не осели. Вот эта взвесь от наших татуировочных миксов, она была одинаковая и продержалась 2 суток. И более того, размешалась сразу. А у аквы как кирпичи попадали какими-то крупинками разными, и как колбаски лежали там на дне, потом выпали таким неравномерным осадком. Это прям поразительно для меня. И мы спросим у Виталика вот эти все мелочи про пигменты. Давай, сейчас у нас следующий блок, это, включи, пожалуйста, густота и концентрация, органика и синтетика. Вот чем они отличаются? Для меня это темный лес, честно. Вот мы послушаем Виталия Микрюкова на эту тему, это интересно. Органика и синтетика. Что выбрать, какие безопасны, какие используют, как понимаешь, в момент удаления, что в коже. Органика и синтетика. Давайте внесем четкость и ясность. В моем личном понимании органика и синтетика — это одно и то же. То есть органические пигменты не подразумевают то, что это экстракт лепестков чайной розы или экстракт красного дерева, или еще какие-нибудь там экстракты там, из типа природных компонентов. Да? То есть слово органика довольно сильно смущает умы и вызывает ассоциации с чем-то зеленым, экологичным и так далее. На самом деле органика означает всего лишь органический синтез. То есть это органическая химия, это углеводороды, синтетические пигменты, красители, краски и так далее, которые используются везде, все, что нас окружает. Поэтому в данном случае я бы поставил органика и синтетика знак равно. То есть это синтетические пигменты органической химии. По поводу того, какие безопасны, какие нет, в норме должны использоваться только безопасные. По факту количество пигментов, это космическое количество их существует, и только небольшая часть из них может использоваться в контакте с человеком. Поэтому есть группы, это моноазо, диазопигменты, это уже синтетические органического синтеза пигменты, которые используются в тату-красках, в красках для перманентного макияжа. И сказать, что из них безопаснее, это реально всегда остается вопросом. Я сейчас абсолютно серьезно. Все работы исследовательские, которые изучают состав пигмента, их безопасность, компоненты, заканчиваются всегда практически одной фразой. Данных недостаточно и требуются дополнительные исследования. Поэтому не только у меня много вопросов, в целом в мире много вопросов на эту тему. Проверить все пигменты на безопасность контакта с организмом, а у таких красок, у пигментов, контакт с организмом подразумевает года и десятилетия, то таких долгосрочных исследований, к сожалению, никто не делал. Сейчас вся безопасность, все, скажем так, границы безопасности сводятся к тому, чтобы не было точно опасных. То есть не была превышена концентрация тяжелых металлов, которые точно являются опасными, таких там ртуть, кадмий и так далее. Это вне органики. А в органических это отсутствие определенных уже опасных, точно заведомо обладающих канцерогенностью, мутагенностью, токсичностью по отношению к организму человека. Все остальные условно считаются безопасными, пока не доказано обратное. Поэтому, на самом деле, творится, честно говоря, условно говоря, полная анархия в пигментах, и полного тотального контроля и данных по их безопасности, к сожалению, нет. Поэтому утверждать, что органика или неорганика опасна, не опасна, это будет не совсем верно. Как мы определяем
какой перед нами пигмент? Да никак. Ну, потому что поздно пить боржоми, когда пигмент уже в коже. И лазерное удаление по факту не сильно ухудшит положение, потому что пигмент уже в организме, он уже контактирует с организмом уже довольно долго и будет еще дольше. И лазер, тот же самый неодимовый Q-Switch, подразумевается то, что мы дробим лишь частицы пигмента, измельчаем и не более того. Также есть исследования, которые, ну, скажем так, на перспективу говорят, что нужно не только, чтобы пигменты были безопасны, которые изначально используются в красках, но и продукты их распада под воздействием как ультрафиолета, так и лазера тоже должны быть безопасны, потому что сам пигмент может быть нормальный, абсолютно безопасен, но под воздействием каких-то внешних факторов, ультрафиолет, лазер, он может изменить свою структуру и превратиться в химически опасное вещество. Ну, то есть тут еще, там, условно говоря, x10 вариантов опасности и безопасности. Поэтому пациенты не могут нам сказать, какими пигментами им делали, мы не можем сказать, какими им делали, поэтому мы работаем и удаляем, ну, грубо говоря, эмпирически, да, из разряда того, что видим, то и удаляем, потому что оно уже в тканях, поздно там как-то волноваться на тему, опасно или нет. Нечего было делать тогда. Ну, как-то так. К вопросу обозначения органики и синтетики на банках. Ну, по поводу того, что органика и синтетика это по сути в принципе одно и то же. Я уже сказал, какого-то специализированного обозначения, какого-то, да, там, черной метки на баночке вы вряд ли встретите. Более того, из последних, скажем так, условно говоря, пигментов и тенденций развития моды в красочной индустрии, имеется в виду в производстве краски, сейчас практически вы не встретите чисто минеральных пигментов или чисто органических. Это зачастую реально всегда смесь. То есть там используются красители с CI, там, с определенным кодом, это минеральные, какие-то красители содержат и те, и другие. Ну, то есть это обычно реально смесь, поэтому какой-то маркировки там, типа это синтетика, или это минеральный, или это еще что-то, ну, такого нет. Поэтому ориентируйтесь по кодам CI. Я вот здесь сейчас, секунду, найду. Угу. Ну, грубо говоря, вот чтобы было понятно, Color Index. Есть такое понятие, и вот, например, если вы увидите, опять задом наперед, ну ладно, Color Index 77,30, 77,39, то есть в этом диапазоне это неорганические пигменты. То есть вот, 2 семерки впереди в коде CI, то есть это уже неорганика. Например, моноаза пигменты имеют кодировку от 11 тысяч до 19 990. Диаза пигмента, это уже тоже синтетические пигменты, от 20 тысяч до 39 999. В целом эта классификация доступна, ее можно найти, таблички, классификация кодов CI, и вы сможете уже даже расшифровывать, что у вас в баночке, что там находится. По крайней мере, по группам точно, а так есть классификаторы, в которых вы можете увидеть всю историю там, грубо говоря, по коду CI, определить, что это за вещество и прочитать все его свойства. Ну, главное задаться вопросом. Класс, спасибо Виталику. И к нему еще один вопрос у нас на самом деле, который меня мучает больше всего. Почему столько пигментов перманентных, которые уходят через красный цвет спустя 1,5-2 года? Почему производители не делают так, чтобы все были одинаково стойкими? Это же было бы круто вообще. То есть все либо стабильны, либо одинаково равномерно уходят. А этот красный, я его прям ненавижу. Красные брови — это постоянная проблема, с которой мы работаем. И нам сейчас Виталик тоже на это ответит, да? Я пока повыбираю вопросы. Хороший вопрос про ультрафиолет. Почему не используют все краски не выгорающие? Красный самый стойкий, вреден ли он? Почему не используют стойкие краски? Я не могу сказать. То есть есть такое понятие, как в красках, пигментах, как light fastness, или устойчивость к свету, к ультрафиолету. Ультрафиолет реально мощный разрушитель, он повреждает и нещадно просто, да, разрушает пигмент. Для того, чтобы определить устойчивость красок, реально проводят тесты, их наносят на поверхность равномерным слоем и выставляют там на контрольные освещение ультрафиолетом, смотрят, насколько он меняет оттенок и так далее. Я думаю, что не используют краски с какой-то повышенной сверхустойчивостью, ну, возможно, из-за их токсичности.
Ну, потому что я думаю, что их устойчивость к свету зависит от химической структуры. А химическая структура, опять же, может влиять на токсичность пигмента. Поэтому я думаю, если бы вряд ли это происходит как-то сознательно, давайте не будем делать устойчивые краски, пусть покупают больше. Я думаю, вряд ли. Я думаю, это связано все-таки именно с технологическими особенностями и с химической структурой. Поэтому не могу сказать, почему не используют невыгорающие, неразрушаемые. А красный самый стойкий или нет, я бы сказал так, что красный, возможно, опять же, это версия, да, таких исследований на устойчивость в тканях, я не встречал. Исследования есть на токсичность, на всякие другие моменты, но вот именно на колористику и устойчивость в тканях таких исследований, правда, не видел ни разу. Но я думаю, что темные пигменты, то есть черные какие-то, то есть те цвета, которые более темными являются, они банальнейше просто поглощают лучше энергию света. То есть большее количество длин волн поглощают в себя, соответственно, быстрее разрушаются. То есть здесь суммарно, как большая поглощающая способность, так и, возможно, химическая структура. Опять же, интересный момент, что, например, черный пигмент, чаще всего, который используют, это Carbon Black, это частицы сажи. То есть, это такой, можно сказать, условно натуральный, можно сказать, компонент. Это просто углерод. И у него самые маленькие частицы, соответственно, они черные, хорошо поглощают ультрафиолет, и в итоге они проще разрушаются и быстрее выводятся. Просто и частица самая маленькая, и поглощает свет хорошо, поэтому с этим связано. Вот. А уже остальные цвета, они очень сильно отличаются по размеру, по структуре частиц, устойчивости. Поэтому, честно, объективных данных нет, почему не используют не выгорающие. Да? Я думаю, если бы могли, наверное, использовали. Окей. Отлично, спасибо за вопросы. О, как же он здорово объясняет вот эти все тонкости. Итак, изменение цвета, от чего они происходят? Чаще всего, как вы понимаете, это большая глубина. Сейчас читала чат, и почти все вопросы о том, что пигмент серит, я что, неправильно работаю? Да, вы неправильно работаете с большей вероятностью, чем что бы то ни было еще. Если пигмент фиолетовит, вот прям он такой баклажан, синит сразу после работы, то, скорее всего, в нем есть вот эта синяя основа опасная, которую вообще исключить надо. Вот купите пигменты безопасные. Желтая основа самое то. И даже самый, знаете, насыщенный желтой основой пигмент можно на всех использовать, даже на брюнетках. Просто плотно. Поэтому большая глубина. И тоже интересно, очень Виталик сейчас об этом расскажет. Это то, с чем вы сталкиваетесь. Неправильная техника работы, следствие этого холодные оттенки пигмента. И я помолчу. Да, интересный вопрос. Изменение цвета от глубины — это чистый эффект Тиндаля или что-то еще? Например, мешается с гемоглобином, реакция какая-то. Да, есть слухи, что что-то мешается с гемоглобином, и получается волшебный страшный гемосидерин, который навсегда остается в тканях. Бред. Вот. На самом деле пигменты не вступают в реакцию с гемоглобином. Для этого нет объективных причин. Раз. Но понятное дело, что изменение цвета при размещении пигмента в тканях, конечно, зависит не только от эффекта Тиндаля. Все было бы слишком просто. Если обратить внимание на цвет кожи, то вы можете заметить, что у человека оттенок кожи меняется в зависимости от его эмоционального даже состояния, активности и так далее. У нас есть еще элемент кровенаполнения. Кровенаполнение сосочков дермы. У нас есть поверхностное сплетение в коже. Сейчас пытаюсь его показать. Вот, да. Условно говоря, вот здесь, сейчас я рисую, у нас есть еще вот здесь. Рисую. Да, вот здесь у нас есть, вот тут у нас есть вот такие сосудики. То есть в каждом сосочке дермы есть сосудистая петля. Петелька, которая обеспечивает питанием. И от того, насколько в ней, скажем так, идет быстрый кровоток и объем крови, насколько она расширена или спазмирована, мы добавляем румянец, да, какой-то тон кожи, либо он уменьшается. Если вы видели человека, который, например, в предобморочном состоянии или потерял сознание и так далее, то он реально синюшно-зеленого цвета. Кожа синюшно-зеленого цвета, она ненормально выглядит, и это как раз за счет спазма сосудов. Поэтому мы не можем списать со счетов, например, кровенаполнение
сосудов дермы. Это поверхностное сплетение, а пигмент расположен либо примерно на этом уровне, либо ниже. В любом случае он оказывает влияние. Второй момент, не второй, а еще момент, это меланин нашего эпидермиса. Потому что у нас есть типы кожи по Фицпатрику, это с 1 по 6, кому интересно, легко загуглить, да, это распространенная международная система классификации, это не кожа лето-зима там и все такое, то есть это классическая классификация типов кожи с 1 по 6. Первый это европейский, северный тип, белая кожа, рыжие волосы, голубые глаза. Черный, 6 тип кожи это черная насыщенная кожа, курчавые волосы, черные глаза. То есть это крайние характеристики. И между ними есть градация. Так вот, у человека с первым типом кожи меланина в коже минимум. Соответственно, он минимально влияет на прохождение лучей как в дерму, так и отраженных лучей из дермы. Если мы сталкиваемся с кожей, насыщенной меланином, то у нас получается некоторый двойной фильтр света. Первоначально свет, давайте попробую нарисовать, как бы так, пожирнее. Вот. Давайте так. Свет изначально проходит вот сюда, проходит сквозь эпидермис. Да? То есть у нас вот здесь в эпидермисе, у нас здесь есть слой меланоцитов. А потом он проходит еще, отразившись от пигмента, обратно, чтобы попасть к нам в глаз. И опять проходит сквозь слой меланоцитов. И получается, что у нас некоторый двойной вот такой световой фильтр. Я бы это сравнил, давайте, чтобы было понятно, с как, например, если это коричневая кожа, очень насыщенная пигментом, это как смотреть сквозь коричневое бутылочное стекло. То есть темное коричневое. В детстве, я думаю, все брали стекляшку и сквозь нее смотрели на мир. Так вот, представьте, что вы через такую стекляшку рассматриваете пигмент, который вы разместили в коже, и пытаетесь получить желаемый цвет. То есть тут же нужно принимать во внимание, что насыщенная меланином кожа точно будет искажать цвет, причем искажать его будет дважды. Когда входит свет, часть уже не достигает, и когда отражается, ей нужно выйти. Поэтому сюда же добавляем еще естественный оттенок клеток эпидермиса, тоже в целом за счет большого количества слоев добавляет слегка желтизны. Вот. Ну и вот попытайтесь учесть все эти составляющие в прогнозировании цвета вашего перманентного макияжа. Я думаю, будет весело. Весело ему будет, да? Вот нам не весело. Кстати, он когда рассказывал, он, в принципе, вкратце сказал то же самое, что я говорила. Просто, когда это звучит, знаете, из уст доктора наук, доктора, хирурга, человека, который с этим работает, оно очень убедительно звучит, чем от просто художника. Я была как-то раз в бане, и там была женщина, она пришла с серыми бровями. Я такая гляну, думаю, такие они какие-то серенькие, ничего не особенного. Когда она вышла из сауны, она была малинового цвета сама вся, покраснела. Ее брови стали безумного, ужасного, кошмарного цвета. Я такая, блин, надо было сфоткать до, после. У меня вечно такие мысли. Пример был вообще классный. Вот сейчас это перекликнулось с тем, что говорил Виталий. Так, у нас пошел блог про лазерное удаление, ремуверы и всякое такое. Я сейчас ему буду звонить. И мы постараемся, я буду читать ваши вопросы, и у меня тут есть несколько моих, чтобы он на них ответил прямо в прямом эфире нам. Там виделось? Все нормально? Нет. Слышишь, Юра? Все нормально? Сейчас он мне будет, наверное, перезванивать. Каша малаша. Так. Тут вы много писали про то, что лучше использовать черный. Да, лучше использовать черный. Синего быть не должно. Вообще совершенно в пигментах. Если вы будете делать миксы, берите черный, берите красный, желтый, смешивайте их. Все, мы на связи. Виталик, привет еще раз. Все, ты в эфире, а меня две. Так, я тебя должна сделать громче, чтобы тебя было хорошо слышно. Итак, я у себя здесь звук отключил. Угу. В смысле на ноутбуке, да. Всех очень интересует работа после лазера, инверсия цвета, за счет чего она происходит. Она происходит практически всегда красный в серый, серый в красный. И почему она не происходит в некоторых случаях? Вообще, в целом, инверсия может происходить, но не обязательно.
Все зависит от химического состава пигмента. То есть, если там есть у нас компоненты все-таки, например, минеральные, то есть, например, оксиды железа, используется охра, да, то под воздействием лазера может перейти оксид железа в другую форму, другой тип оксида, феррум О, который имеет черный цвет. Так, меня видно там, да? Все нормально, слышно? Тебя видно. Вот, черный цвет. Да. Если красный цвет получен за счет, например, органического синтеза, то есть он органический, то в целом он может не инверсировать. То есть, например, если рассматривать татуировочные пигменты, да, то есть когда мы видим татуировки и удаляем, то на них крайне редко происходит инверсия. Я такие увидел буквально там 2-3 случая, когда красный пигмент именно в татуировке под воздействием лазера почернел. У меня прям даже одно видео записано есть, но это реально единичный случай. Поэтому в целом красный, допустим, входящий в микс красный цвет именно тату-пигмента, скорее всего, не подвергнется инверсии. Поэтому сделаны с минеральным компонентом, да, они будут инверсировать, другие нет. Поэтому предугадать точное поведение пигмента, правда, очень сложно. И тем более, что клиенты зачастую вообще не знают, чем им делали. Я часто рассказываю, они даже не знают, грубо говоря, микроблейдинг делали или аппаратный татуаж. Вот, и они спрашиваешь у них, жужжало или шкрябало. Они такие, жужжало, все отлично, значит аппаратный. Там, да, все. То есть, а уж спрашивать про то, какой вам был микс, какой был пигмент, там, да, и так далее, это, все. Это, кстати, радостная для меня новость, потому что я замечала, что наши губные пигменты не уходят при удалении через серый цвет, и это очень клево. Так, что там? Это да, это на самом деле круто, если, если точно знаете, что пробовали, и они не уходят, то для клиента это хорошая, приятная новость, да, потому что когда почернеют губы, это прям вообще жесть. Да, второй вопрос, почему зеленеет и не удаляется? То есть вот мы периодически сталкиваемся с позеленевшими бровями. Именно позеленевшие в чистом виде, то есть, грубо говоря, когда, например, это были какие-то изначально там серые, например, коричневые брови, и они ушли вот в чистый зеленый оттенок, прямо, знаете, как вот там зеленка, грубо говоря, вот, то я считаю, что это связано именно с большой концентрацией диоксида титана. То есть все-таки, да, для, как уплотнения цвета, или, например, чтобы сделать серые брови, не разбавляли пигменты, не нежные выкладывали, а просто смешали белый с черным, в общем, тогда получились серый, и этим сделали уже татуаж. Вот. Либо какие-то перекрытия. То есть, когда в состав входит все-таки компонент диоксида титана. Вот. Других объективных причин, откуда бы ему взяться, больше практически нет. То есть, это именно такая основная причина. Вот. Поэтому, в чистом виде я реально вижу редко. То есть, именно при лазерном удалении это, такие единичные случаи. Поэтому, а мой вопрос думаю, по поводу диоксида титана. Я замечала, что именно смеси уходят. То есть чистый белый, он не уходил через зеленый, уходили какие-то охры, где белил много, вот такие цвета. То есть может, я ошибаюсь, это давал цвет желтый. Смотри, как диоксид титана, например, да, переходит в такой грязно-зеленый оттенок. То есть там, по сути, происходит химическая перестройка. Когда происходит вспышка лазера, например, очень мощная, то, по сути, это является колоссальнейшим катализатором, то есть ускорителем вообще всех химических процессов. Тут, кстати, в чате написали, а можно ли проверить инверсию не на коже, а на картоне там, или на чем-то на мазке. Я думаю, это будет не совсем верно, потому что кожа у нас, помимо самих пигментов, у нас огромное количество других компонентов. Вода, кислород, углекислый газ и так далее. То есть это такая большая биохимическая лаборатория, куда мы еще бабахаем там мегаваттной вспышкой, да, и которая в итоге, что там получается, то есть там действительно нагрев до 1000 градусов и так далее. Поэтому предугадать точное поведение, было бы круто, наверное, если бы прямо взять и тесты провести. Я пробовала, Виталик. Я пробовала всю свою линейку. Я таким образом исключала цвета, которые дают апельсиново-оранжевый цвет после лазерного удаления. Оно не в полной мере, но реально работает. То есть я прям пробовала. Это единственный выход. То есть, да, по-хорошему, в идеале, да, сделать какую-то каталогизацию всех пигментов, например, да, на предмет лазерного удаления их поведения. Думаю, вряд ли кто-то пойдет на это, потому что
ну, в целом кто-то может пострадать. То есть, в общем-то, да, если кто-то выяснит, что чьи-то пигменты явно чернеют, например, да, то им либо придется менять составы, ну, либо они потеряют какую-то часть аудитории. Поэтому, я думаю, вряд ли добровольно на это все пойдут, только ну, как бы, там, какое-то независимое такое исследование. Ну, Ну как-то вот так. тут насыпалось еще вопросов почему-то про пермабленд. Это новая линейка, может, ты, если не знаешь, они сейчас популярные, хорошо рисуют, кроют. Пишут, что их нельзя удалять, они не удаляются, вообще не удаляются. Почему они не удаляются? Не могу сказать, то есть, опять же, это нужно точно знать, что это пермабленд. Опять же, у нас это очень сложно сделать. То есть, например, я считаю, что знать точно, что это пермабленд, может только мастер, который этим сделал. Ну, то есть, вот, да, этим пигментом, и, соответственно, его дальше удалять. То есть, поэтому я, например, ну, не могу отфиксировать, там, меня тоже часто спрашивают про марки разные, там, а вот этот пигмент, а этот пигмент. Ну, как я говорю, вот допытаться у клиентов у нас не получится физически, да. Вот, вопрос такой, я не верю, знаете, в такие штуки, когда этот пигмент не удаляется, там, или там что-то еще. То есть, если разобраться по компонентам, то есть, если там есть, ну, составные части, которые поглощают вспышку и способны разрушиться, ну, соответственно, их, значит, можно удалить. А варианты, когда не удаляются, тут можно массу причин. Ну, кривые руки, раз, да, лазер низкого качества, слабый, сдохший, там, лампа, например, уже изношенная и так далее. Ну, то есть, как бы вот в целом много-много факторов, которые могут создать впечатление, что пигмент не удаляется. И опять же, делать вывод по единичному или там 2-3 случаям, это не есть правильно. Да, то есть вот как бы это голословно. Вот. Спасибо. Ага. Теперь очень всех сильно интересуют ремуверы, виды их. Говорят, кислотные есть, щелочные есть, ревайвинг. Что это такое? Как принцип работы хотя бы примерный с точки зрения врача? Я знаю, что ты ими не работаешь, но как это работает хотя бы? Про ремуверы. Да, ремуверы, ну, на самом деле ремуверы известны уже лет 15, наверное. То есть на них просто бум почему-то пошел, ну, как коммерческий, последние года 2. И за это время появилось, ну, я не знаю, я бы насчитал, наверное, штук 15 различных ремуверов. В целом даже есть, если посмотреть в Роспатенте, в российском, есть очень простой рецепт ремувера, то есть там реально гипертонический раствор, по-моему, вместе с содой разводят и, в принципе, нормально удаляют. Ну, то есть прям описана методика, патент государственный наш, российский. То есть можно найти способ удаления, там как-то так называют. То есть, по сути, это тот же самый ремувер. Да, действительно, они есть там кислотный, щелочной, солевой. С точки зрения, давайте так, ну, медицины, я это рассматриваю как, в принципе, травматизация кожи, вызывание асептического воспаления, и за счет вот этой травматизации плюс асептического воспаления, усиления, происходит, ну, скажем так, дополнительная атака иммунной системы на пигмент. То есть это, ну, и в целом за счет этого происходит очищение. Потому что ремуверы требуют ряда сеансов обычно, то есть это обычно несколько подходов нужно выполнять раз. А второе, ну, по большому счету, если вы даже сухой иглой, можно даже так сказать, да, то есть без какого-либо волшебного средства, несколько раз, так вот несколько сеансов проведете и просто аккуратно травмируете кожу, в ответ на это, я думаю, вы получите абсолютно спокойно ну, значимое какое-то побледнение, исчезновение пигмента. Потому что вы повторно активируете именно процесс асептического воспаления, приток, соответственно, всех медиаторов, клеток иммунной системы, ну и в целом имитируете внесение пигмента. А во время внесения пигмента, кстати говоря, да, то есть вот момент, помните, что когда вы внесли только пигмент, его до 30% в течение месяца-полутора ближайших уходит из ткани естественным, нормальным, обыкновенным путем. Поэтому, по сути, это очень похоже. Второй момент, опять же, можно просто сухой иглой, например, и там есть там описаны когда-то где-то рецепты, там перекисью водорода, там что-то пробивают, да, то есть вот таким каким-то раздражающим фактором, который усиливает просто реакцию. Поэтому я, честно, не верю в волшебство, там какие-то, что кто-то кого-то вытягивает наверх, там, или что-то еще, то есть как бы такие штуковины. Я не очень сильно верю, потому что практически ремуверы ни один не подкреплен серьезными какими-то исследованиями. То есть опубликованных там серьезных статей, не рекламных,
не рекламного характера я практически не встречал. Находил только по, ну ладно, в общем, по давнишним, в общем, ремуверам. Не буду уже там марки какие-то называть, да, то есть, ну, это единичная статья, и как бы по новым точно ничего нет. Поэтому у меня, кстати, есть публикация на YouTube-канале по поводу, как относиться к волшебным разным методам новым, в общем-то, да, то есть я всем советую просто немножечко правильную позицию восприятия новой информации, как бы, да, занять и все-таки требовать каких-то, ну, доказательств, каких-то, ну, вменяемых фактов, в общем-то, не просто там, купи, у нас там все лучше и так далее, а в целом, ну, какое-то подкрепление, как-то то, что вызовет у вас, ну, действительно настоящее доверие, в общем-то, ну, как-то так, вот. Понятно. Ну, я тут вот с тобой согласна, и даже я, наверное, проэкспериментирую насчет ремувера и сухой иглы. Я этого не делала, но это интересно. Почему цвета на татуировках не меняют оттенок, хотя глубина гораздо большая? Ну, я думаю, я тут тоже могу ответить, да, цвета чистые, открытые, и они меняют оттенок, просто это не так видно, как в оттенках коричневого. Ну, это мое мнение. Ну, глубина, конечно, там в разы больше, а твое? Ну, в разы больше, и количество выносимого пигмента тоже больше. То есть его в целом как бы, количество и заполнение. Опять же, глубина, вот, ты правильно говорила, да, в том плане, что он не лежит на какой-то конкретной глубине. То есть он лежит, пигмент, он лежит, он распределен. Да, и, соответственно, когда татуировку, например, в целом забивают, да, то ее достаточно там гораздо больше вносится пигмента, да, то есть количество внесенных частиц больше, соответственно, они более плотно покрывают весь, ну, объем дермы. Иногда бывает так, что даже местами кожа даже вздыбливается, то есть из-за избыточного объема пигмента в тканях она реально даже немножко приподнимается. И в целом получается, что он забит так вот количеством пигмента вся дерма, и, соответственно, она и ближе к поверхности, ну, то есть и в целом плотность больше, и, ну, как бы, то есть поэтому... Но со временем пигменты и бледнеют, и синеют, они постепенно все равно погружаются. То есть есть тенденция постепенно с метаболизмом, скажем так, с физиологическими особенностями дермы постепенно происходит плавное такое погружение вглубь пигмента, и они все практически уходят в синеву. Ну так, в голубой какой-то такой синий оттенок, поэтому это вот, особенно на черном видно хорошо. Так, ну что, кислотный ремувер, кислотный пилинг. Ну, короче, это все одно и то же. Вопросы. Народ, если у вас есть вопросы к Виталию, давайте. Сухая игла, тату-офф. Короче, это все про ремуверы. В принципе, мы на эти вопросы ответили. Можно ли смешивать между собой органику, синтетику и вообще все пигменты разные? Хороший вопрос. Если вы, ну, мне кажется, если вы внимательно почитаете составы именно пигментов, то я думаю, что вы зачастую обнаружите, что там уже есть, например, там неорганические плюс органические пигменты. Да? Органические делятся, можно сказать, на минеральные и синтетические. То есть минеральные, это которые естественным путем получены, там, да, различные там, руды, грубо говоря, перерабатываются, измельчаются, и из них получается пигмент. А есть за счет химических реакций получают подобные же пигменты. Поэтому в целом, мне кажется, уже такой чистоты, что вот это органика, вот это там, неорганика, и вот они раздельны, но ее практически уже не встретишь. Поэтому суть пигментных частиц, то, что они нерастворимые, инертные, и, ну, как бы смешению, я думаю, вполне спокойно подвергаются. Кстати, у меня картинка интересная, если не знаю, насколько будет видно. Я хотел просто вот такую штуку показать. Это одна из таких вот, давай посмотрим. Видно? То есть это то, как выглядят при огромном увеличении все даже разные формы. Они даже разного там, ну, размера понятно. И они даже вот выглядят все по-разному в увеличении вот таком, да. То есть какие-то полосочками выглядят, какие-то шариками, какие-то мелкие, крупные и так далее, осколками. То есть и это все вот разные пигменты при огромном увеличении. Поэтому в целом, правда, я серьезно говорю, предугадать их точное поведение, мне кажется, это... Вот правда, у меня вопрос интересный. Почему инверсия цвета появляется на второй, третьей процедуре удаления? Почему она сразу, типа, он же должен туда-сюда прыгать тогда, по идее, цвет? Это смотря как, ну, давайте так, какая инверсия. Если речь идет, например, красные брови в серые брови, потом опять серые брови перешли постепенно за пару месяцев в красные брови, то тут как бы это, ну, такой, условно говоря, закономерный процесс. Ну, то есть у нас там два оксида железа, которые вполне спокойно переходят друг в друга в разных условиях. Да? И каждый раз лазером мы их, ну, усиливаем, стимулируем перейти в одну форму, они потом постепенно окисляются
в другой эпоксиде. Вот. А второй момент, есть еще, например, когда у нас была пара ситуаций, когда мы одним лазером обрабатывали, допустим, губы, они не почернели. То есть пару сеансов обработали, они не почернели. И потом эта же пациентка у нас попала под другой лазер, более мощный, там, более качественный, там, с крутым лучом. И вот так обидно было, когда они реально почернели. То есть мощности прошлого лазера просто не хватило, чтобы перевести пигмент там, в инверсию. Да? Потому что когда мы работаем, например, длиной волны 532 нанометра, происходит, мало того, что у лазеров обычно бывает там, недостаточно энергии, так происходит еще снижение ее примерно где-то процентов на 50. И вот просто тупо не хватает энергии у лазера, например, чтобы перевести и вот сделать инверсию такую. Да? Вот у нас такие были, когда мы перевели на крутой, на мощный лазер, и там прям обидно было. У людей они такие счастливые, что у них ничего не инверсировалось, а тут такая инверсия пошла просто за счет того, что дали больше энергии, и, соответственно, произошла химическая реакция. Поэтому вот так тоже может быть. Просто, может, подняли на следующий сеанс или сконцентрировали пучок так, что стало достаточно. Тоже. Поэтому есть такая зависимость. Если татуаж потек, например, на веках, можно ли удалять ремувером? По своему опыту скажу, он течет периодически, потеки удаляются с одного раза вообще без проблем. А знаешь, что мне скажи, пожалуйста, Виталик? Стрелки текут после удаления лазером часто. Да. Тут все вообще легко объяснимо. То есть об этом, во-первых, нужно знать, раз. Во-вторых, предупреждать клиента, чтобы паники не было. То есть когда у вас там, допустим, стрелочка, ее нужно обработать лазером. И не было потека, то есть все было хорошо, реально после процедуры может появиться такое облачко вокруг, синячок, то есть классический потек. Связано с тем, что кожа века тоненькая, раз. Сосуды, то есть как бы достаточно плотно там расположены, и пигмента много. И практически всегда кожа век, когда обрабатывается лазером, сопровождается гематомами и сильным отеком. Кожа век такая достаточно, можно сказать, рыхлая, и вместе с гематомой, то есть с синяком, частично пигменты просто распространяются вокруг, разносятся, и таким образом, да, они там потом остаются. Синяк проходит, а пигмент остался. Поэтому, во-первых, об этом надо знать, предупреждать клиента, чтобы он вам потом мозг не выел. Да, и дальше просто знать, что в следующем сеансе нужно обработать вместе с этим окружающим потеком. Вот. На последующих сеансах, чем ближе к концу, тем меньше вероятность таких гематом, и, соответственно, уже подтекать не будет. Подтекать некрасиво, ладно. Тут много вопросов, где купить бюджетный лазер, какой лазер бюджетный. Давай ты быстро скажи, мы будем закрывать. Кратко. Я устал отвечать на этот вопрос, раз чудесный, потому что он раздается каждый день, много раз и так далее. Я снял бесплатный видеокурс, как выбрать лазер для удаления тату. Вот, поэтому там, как-нибудь загуглите, там, поищите, в общем-то, да. Я там 30 с чем-то минут рассказываю про все принципы, про все то, что я считаю важным, там, на что обратить внимание и как это все выбирать. Потому что в двух словах я это сказать не могу. Нет, могу сказать. Выбирайте, чем дороже, тем лучше. Вот. Потому что есть корреляция. Чем дороже аппарат, тем выше вероятность, что там более качественный комплектующий, он будет иметь больше ресурс, больше эффективность и так далее. Но это не точно. Вот. Но в описании к этому видео будет ссылка, в том числе и на Виталия Микрюкова там сайт, да, по обучению, потому что есть и обучение, и куча вебинаров, и роликов, и информации море, тоже один из самых открытых людей вообще, в принципе, по информации. Спасибо. Спасибо, что ты был с нами весь день. Огромное спасибо. Я, кстати, на самом деле стал разбираться в колористике. Я посмотрел все с самого начала до конца, поэтому, мне кажется, я уже так прям нормально разбираюсь. Тест пройдешь? Большое спасибо, что... Да, попробую. Большое спасибо, что пригласили. Всем спасибо за внимание. Все, отключаюсь. Да, спасибо, было очень весело, прикольно. Давайте. Так. Мы почти, мне кажется, что наша платформа дает нам всего 3 часа. Я уже наболталась, конечно, много. Нет, предыдущий, Юра, сначала по обучению. Смотрите, основное, что мы поняли, я думаю, я точно знаю это, а основное, что должны понять вы, это что основные проблемы у вас с техникой все-таки, потому что почти все цвета, которые я вижу во всех линейках, они очень теплые. Производители знают, что мастера работают, ошибаются с глубиной, и они теплят их даже слишком сильно иногда, не так, как
они выглядят теплее даже часто, чем нужно. Если вы выкинете вообще полностью... Ага, хорошо. Если вы выкинете даже вообще полностью все очень холодные свои пигменты, перестанете ими работать, будете ими откатывать все на латексе, допустим, чтобы техника ваша улучшилась, то даже теплыми цветами, как я говорила, даже работая прозрачно, как многие считают легко и дымчато, я когда увижу, как это прозрачно выглядит, просто точки на большом расстоянии, но они на большой глубине, оттенки меняют цвет. И смотрите, если есть хоть чуть-чуть синего в пигменте, он становится фиолетовым. Если этот пигмент просто теплый, красный, допустим, основа его красная, он будет просто выглядеть более холодным коричневым, он станет как бы более благородным. Возможно, многие перманентные линейки рассчитаны на довольно травматичную работу мастеров, потому что я вижу очень много заживших свежих работ, ну как месяц, два, им 3, там, полгода, и они таких некрасивых кирпичных цветов. То есть, видимо, моя теория, пытаются затеплить заранее все линейки пигментов, чтобы вот они выглядели приемлемо на выходе спустя время. Так что мое мнение, что очень много зависит от техники. И вот как раз-таки технику вы можете, не выходя... Я знаю, что вы все опытные мастера, уже работаете давно, большинство из вас, вы можете подтянуть технику внесения пигмента, из-за которой чаще всего ошибки случаются, на вот этих наших курсах дистанционных, обычных, не выходя из дома, повторюсь, работая на латексе и даже более того, применяя тут же на клиентах это все. Длительность у наших курсов, как вы видите, 2 месяца. То есть вот такие курсы надо пройти перед каждым обучением, на самом деле, очным, сколько бы дней оно ни длилось. Потому что столько практики не получит никто. И я, знаете, как ужасно счастливо наблюдаю последнюю неделю. У нас выпуск сейчас очередного курса, и девочки учатся в чате в прямом эфире с мастерами, находясь черти где вообще на другом конце света, они делают процедуры. И меня это поражает, радует. Все не верили, что это вообще может сработать. После 2 месяцев практики на латексе постоянной, они делают работы, знаете, как те, у кого руки из плеч растут, скажем так, те, кто не побоялись, сразу на высоком уровне. Я сейчас вам покажу эти работы, покажу этот чат, где они находятся. По поводу этого обучения вы можете вот на нашем сайте посмотреть по поводу дистанционного обучения. И я могу вкратце пробежаться, плюсы-минусы. Отработка после обучения может быть и там, и там. То есть вы просто продолжаете работать на своих клиентах. Очный курс, онлайн-курс. Разница в цене, конечно, очевидна, потому что если вы не едете учиться, вы тратите гораздо меньше денег, не отрываетесь от работы и так далее. Сертификат вам дадут и там, если вы сдадите экзамен только. Стоимость обучения, как вы видите, разная. $300 и там 1500 — это большая разница. Длительность, я тоже вижу только плюсы. 60 дней пахоты ежедневной, когда ты сам себя заставляешь это делать. В общем, вы можете сами просмотреть, конечно, все эти наши курсы по обучению. И давай мне следующий. Тут есть и волосок. У меня есть и студенты, которые прошли курс волосок и пробуют сами дома дистанционно делать эту гиперсложную технику. Конечно, это очень круто. И это удивительно, конечно, что на этом вебинаре такое количество людей. То есть сейчас у нас было больше 500 человек, сейчас уже, наверное, пошли спать те, кто далеко живут. И, скорее всего, часть людей просто в других регионах они придут и посмотрят больше, но больше 1000 человек купило этот вебинар. Я поражена. Спасибо вам, что вы это сделали. Я в волнении была. Я надеюсь, я вам помогла, ответила на вопросы. И в ответ вам вот эти все курсы будут для тех, кто прошел этот вебинар, стоят все абсолютно курсы в 2 раза дешевле. Скидка 50%. Вам придет с ссылкой на этот сайт. И если вы захотите повысить свои скиллы, пройти это обучение самостоятельно или с куратором, для вас будет вот такая специальная цена в подарок половина. И, кстати, я еще обещала вам дать миксы. Я же вам говорила, да, что
Миксы татуировочные, мы ими работаем уже 7 лет, получается, с самого начала, как я начала работать. Миксы несколько лет только я ими занималась, потом у меня это подхватила Аня. Не знаю, многие вы, может, знаете, они одна из моих работниц, одна из моих топ-мастеров, которых я учила с самого начала. Да, ссылка на сайт по обучению и в чате есть, и будет в описании, и придет вам еще на электронную почту. Так вот, на какое-то время я устранилась, и она занималась миксами, потому что она художник. И этими миксами, они вполне рабочие, ими мы работали долгое время, мы их продавали, многие из вас ими наверняка работали. Сейчас она их позиционирует как супер свои миксы какие-то и продает. Я вам их могу дать просто так, потому что мне они уже не нужны. У меня выходит сейчас линейка новых миксов, гораздо более кроющих, предсказуемых и красивых после заживления. Телефон надо, чтобы вышел на экран. Я ее... То есть вот это миксы. Я такая мымра. Ну а что делать? Если вам нужны, можете их попробовать. Правда, здесь такая кашица у нее, но они рабочие. Но не полностью я ими довольна, и вы можете их, в принципе, поприменять. Если вам вдруг лень или вам все-таки непонятно по поводу смешивания пигментов, и как вы говорили, да, основа должна быть черная, синий цвет вы исключать должны полностью. Ее эти миксы уходят через оранжевый ядреный цвет, от которого я избавилась. Они стали просто через теплый уходить, чтобы вы знали. Это последняя линейка пигментов краски. Все, в принципе, я сказала, мне кажется, все, что хотела. Мне кажется, я, конечно, части упустила. Я могу... Сейчас, ага. Нет, дубовик, я вам скажу, это просто полный бездарь. Вот прям вообще полный ноль в колористике совершенный. Поэтому нет, я говорю не о дубовик, я говорю о Куцеволовой Ане, которую я учила. Она художник, и она хороший мастер. Но она сама все сама, как вы знаете. Так, про шестое чувство. Они, да, по-моему, они тоже уходят через ядреный-рыжий цвет. Да, кстати, я же себе удаляла, они уходили через... Я раза 4 удаляла, и они потом стали желтыми, и я смогла уже их перекрывать. Так, всем спасибо, что вы со мной были. Великолепный этот подарок, но вы учтите, что это миксы несовершенные. Я не такая, я прямо великолепно добрая. Так... Напоследок, что-то, может, еще позадаете свои вопросы. Наши новые пигменты будут скоро. Я сейчас очень серьезно к этому готовлюсь. Это будут вообще прям классные пигменты, кроющие, с простыми чистыми цветами максимально. Ну, я уже на себе их использовала, на всем, на ком можно, и отследила. То есть я уже долго с ними работаю. Так, что же я хотела сказать? Насчет сертификатов. Сертификаты, я так поняла, прям сильно важны вам. Но я я частично его создала, но еще не доделала тест. На него ссылка вам придет. Когда вы пройдете этот тест, вы получите электронный сертификат. Стоить он будет 500 рублей, этот доступ к тесту и электронному сертификату. И повторюсь, если вам нужен сертификат, там, не знаю, с моей росписью, с голограммой, с печатью, то его мы вам отправим за 3000 в любую точку мира. Не проблема вообще. Если прям хочется сильно стену украсить, то мы сделаем это для вас. Давайте, я закругляюсь. Спасибо вам, что вы со мной были. Я надеюсь, мы проведем еще много вебинаров, таких же эффективных и для вас, и для меня. Мне понравилось. Все. Всем, наверное... знаете как? Смотрите, всем тем, у кого не получилось, у вас будет доступ в любом случае. Придет ссылка, и это видео будет в высоком разрешении. Вы все просмотрите. Очень жаль, я думаю, там и интернет может глючить. Знаете, что еще я хочу от вас попросить? Я прям прошу по-братски.
так не говорят. Мне нужны отзывы. Оставьте у себя на странице отзывы о том, что вот прошел вебинар, как он прошел. Я буду прям вам очень признательна за это. И, конечно, критика приветствуется. И я повешу у себя тоже с предложением оставить отзыв. Оставляйте отзывы, пишите, чего не хватало, если вдруг реально я что-то упустила, потому что я реально охрипла уже. И я с удовольствием еще расскажу, потому что я открыта, я говорю все как есть. По-моему, все сказала в этот раз. Но все. Всем спасибо, всем пока.